Так, еще раз всем привет. Сейчас я тут немножко расскажу о себе. Мало ли кто-то еще не знает. Такое тоже бывает. Так, так. Тем. В общем, я не стал заморачиваться, не делать стильный слайд. Меня зовут Артем. Кто-то меня зовет Артишоком, но меня зовут Артем. Я уже в тестировании 3 года. Вообще в области обеспечения качества 7 лет, так, постольку-поскольку. И начинал я в целом с получения высшего образования в Белорусском государственном университете по специальности биотехнология. Потом меня жизнь помотала, я оказался в Данон, такая есть компания международная. Там я работал инженером по сертификации, по качеству. И, в общем, когда-то пришел момент, что я понял, что нет роста особо на нашей геолокации, и решил, что надо идти в тестирование. Благо в Беларуси все с этим хорошо на тот момент было в плане IT. Сейчас тоже неплохо, но, к сожалению, многие компании уезжают. Вот, закончил курс, я не учился самостоятельно, на тот момент это был 2019 год, курсов особо не было в открытом доступе, все было платненько, но были там уроки, например, у Михаила Портнова, за что ему благодарен, я некоторую информацию у него полезную узнал, ну и потом учился в Минске в IT-академии. После я закончил IT-академию, еще на середине курса нашел работу, в принципе, и уже сразу, как только закончил курс, я пошел работать. Это была компания смешанного типа, такая есть, Равентис в Минске, до сих пор вроде бы существует. И там проработал год, потом ушел на продукт, там тоже год поработал, и потом я оказался в аутсорсе, в аутстафе даже. Мы об этом еще чуть дальше поговорим, когда я буду презентацию показывать. И вот прошел год, меня должны были взять в стартап американские, заказчики сами выкупить. Но, к сожалению, такое бывает со стартапами, у них закончились резко деньги, в общем, риски никто не просчитал особо, хотя со мной уже заключили договор и даже купили технику рабочую. В общем, в сентябре, в середине я оказался без работы, но я не сильно, как бы переживаю по этому поводу. Сейчас занимаюсь в основном вот своими. Ты о том что-то говорил? Окей. В общем, не сильно переживаю, потому что занимаюсь своими как раз-таки блогерскими активностями, и в том числе обучением. У меня есть курсы по тестированию не только в YouTube. Кстати, на YouTube у меня есть канал с бесплатным курсом по тестированию, о котором уже сегодня немножко говорили. Вот, и занимаюсь своими другими курсами и активностями, и другими сообществами. У меня помимо сообществ там в YouTube есть еще сообщество в Телеграме, большое количество, наверное, сейчас 10 плюс каналов, и я думаю, что еще будут появляться. Есть в Инстаграме я, и вот у меня сейчас сайт запустился. В общем, если кто-то хочет и интересуется там разными вещами, связанными с тестированием, и хочет попасть на какой-то курс по тестированию, можете приходить ко мне. У меня он есть. Единственное, что следующий набор будет только в 2023 году. Сейчас уже все группы набраны. И еще по сайту, может быть, кому-то будет интересно, мало ли кто-то не знает, у меня тут есть такая штука, как полезные материалы. Здесь вы можете найти как статьи, какие-то гайды, чек-листы. И самое, чем я горжусь вообще, что я сделал, я собрал тут больше 30 всяких разных тренажеров для практики, для отработки. Здесь и по SQL есть какие-то задачи и тренажеры, есть какие-то сайты сломанные, которые необходимы для того, чтобы вы там баги какие-то находили, тренировались. Есть полноценные какие-то системы, которые тоже можно потестировать. Есть API-шки достаточно полные с документацией и с фронтендом, и с бэкэндом. В общем, советую вам заглянуть. Я, конечно, все ссылки потом отправлю в чат, наверное. Так будет проще. И так как я это видео записываю, ну, точнее, это видео мы записываем, и оно будет на Ютубе, то ребята, которые его смотрят в Ютубе, будут смотреть, то можете посмотреть потом в описании к этому видео, тоже все ссылки полезные. Это что касается моей такой деятельности, такой вводной части. Надеюсь, никого не загрузил ей. Я сегодня вам хотел рассказать про процессы, в целом про QA-процесс и про тестирование в частности. Как вы знаете, это немножко разные вещи, чисто тестирование и quality assurance, поэтому здесь будет такой гибрид и тех, и других активностей, потому что quality assurance процесс может включать и активности там, тестирования, и quality control. Очень часто у ребят, которые только приходят в компанию, есть такая задача, особенно если одни тестировщики на проекте, настроить процесс. И это бывает достаточно больно, когда у тебя нет опыта. Поэтому я вам сегодня максимально постараюсь рассказать, как это можно сделать. У меня на канале, кстати, есть видео по этой теме. Я все ссылки тоже здесь, вот в этой карте, я их добавил на те видео, которые могут более подробно рассказать по некоторым моментам. Вот можете его тоже посмотреть, но сегодня я попытаюсь что-то еще новенькое рассказать, помимо того, что я расскажу в рамках сегодняшнего доклада. Что вообще может влиять на то,
как мы должны строить процесс. Есть некоторые факторы, которые это определяют. Во-первых, вы одни на проекте, то есть приходите, например, и вам говорят: все, вы один тестировщик, пожалуйста, настройте процесс. Либо есть команда. Когда есть команда, конечно же, проще, особенно если команда с опытными ребятами, которые уже до вас что-то налаживали, какие-то процессы, либо же находились на распутье и, может, что-нибудь делали, но процесс так и не поставили на ноги, то есть всегда есть возможность с кем-то проконсультироваться, у кого-то что-то узнать, распределить обязанности внутри команды. То есть это, конечно же, намного проще, чем все делать одному. Когда вы один на проекте, вам придется выполнять абсолютно все функции, связанные как с непосредственно рутинной работой тестировщика, когда он все тестирует, там, просто, по сути, выполняет задачи тестирования и quality control, просто ему там дают какой-то рабочий код, и он его тестирует, либо там анализирует требования и так далее. Плюс вам нужно будет еще дополнительно заниматься и менеджерскими активностями, то есть полностью ставить на ноги весь процесс, который есть в компании. Об этом мы будем говорить во второй части, когда я рассмотрю факторы. Поэтому это тоже может повлиять. Что могу сказать? В целом я всегда советую ребятам, когда они проходят собеседование, только ищут какую-то компанию, обязательно делать упор на то, чтобы не забыть спросить, будет ли команда, либо я буду одним на проекте. Когда вы один на проекте, абсолютно зеленый человек, это будет достаточно тяжело тянуть весь проект. От вас будут требовать каких-то возможно, непонятных на тот момент, когда вы трудоустроитесь, когда у вас нет опыта работы, решений, ответственности и так далее. Плюс часть управленцев, которые так делают, они не совсем понимают, как работает тестирование, и им нужно будет еще с вашей стороны разжевать, что это такое, чем занимается тестировщик, потому что могут навешивать вообще задачи, которые не связаны никак с тестированием, например, функции скрам-мастера дополнительно на вас вешать, функции PM, функции бизнес-аналитика и так далее. Такое тоже бывает, поэтому надо вовремя сказать: так, стоп, давайте подумаем, как это все организовать так, чтобы все-таки каждый человек выполнял свою функцию. Опять же, можно выходить с какими-то решениями, связанными с тем, что надо нанимать дополнительно людей. Поэтому на собеседовании не стесняйтесь задавать вопрос, как вообще, какая вообще структура у вас компании, команды, кто будет в ней, будет ли у меня ментор, и по этим вопросам будет уже понятно, что вам делать дальше. Готовить себя к худшему, либо все-таки работать в команде. То есть старайтесь, наверное, давать приоритет тем компаниям, у которых есть команда и нормально налаженный процесс, потому что будет тяжеловато. Но, как я уже говорил, таких случаев много. Сейчас, к сожалению, не так все сладко на рынке, и будут такие вакансии встречаться. Новички, они обычно такие на все соглашающиеся, потому что выбора особо нет. Но просто я вас предупредил, что когда вы один на проекте, это достаточно тяжело, поэтому имейте это в виду. Далее тоже очень многое будет зависеть от типа компании, в которую вы попадете. Ну, если мы говорим про американский рынок, то там аутсорса, аутстафа поменьше, больше стартапа и продукта. Если мы говорим там про рынок европейский, особенно восточноевропейский, то там очень много аутсорса и аутстафа. Что это вообще такое? В двух словах, я тут тоже прикрепил видео, можете посмотреть более подробно. Аутстаф, по сути, дает в аренду вас какой-то другой компании. То есть вас наняла одна компания, она договорилась с другой, вас отдают в аренду, вы работаете непосредственно в этой второй компании. И это накладывает отпечаток, потому что, по сути, первая компания, в которой вы трудоустроились, она минимально может влиять на то, что происходит во второй компании. То есть если, например, условно в той компании первой все хорошо с процессами, все работает замечательно, а во второй так нет, и, к примеру, контракт не подразумевает то, что первая компания будет очень сильно влиять на решение второй компании, такое тоже бывает, то готовьтесь к тому, что это будет влиять и на ваши, и на процессы. Аутстаффу очень часто это стартапы, например, то есть вас будут давать в аренду в стартап. Стартапы не блещут особо налаженными процессами, особенно на ранних стадиях, когда они только появляются, и там, например, на фазе какой-нибудь то нужно будет все, опять же, налаживать самостоятельно. Возвращаемся к один тестировщик на проекте, потому что чаще всего там команды тоже нет. Возвращаемся к сложностям, которые могут быть. Особенно в стартапе, который постоянно хочет быстренько все релизить, быстренько доставлять бизнес-value и так далее. Нужно будет бороться за то, чтобы процессы улучшались. Но скажу по своему опыту, вот я год проработал в стартапе, если постоянно капать на мозги SEO и в целом менеджменту, проводить какую-то работу, связанную с тем, что на ретроспективах постоянно говорить о том, как нам можно улучшить процесс, подсвечивать то, что какие-то кривые процессы очень плохо оказывают влияние на будущую прибыль компании,
то тогда это будет работать. Поэтому в стартапе нужно будет очень много говорить. Возвращаясь к аутсорсу, аутсорс – это, по сути, вы предоставляете сервис. То есть, опять же, приходит какая-то компания и говорит, что я хочу разработать такое-то ПО, давайте там силами вашей компании, аутсорса, мы его разработаем. То есть, по сути, вы работаете в своей первой компании, но просто оказываете услуги для второй сторонней компании. Поэтому все процессы будут зависеть от того, как они в аутсорсе у вас устроены. Конечно же, заказчик может влиять тоже на это, и главное ему не дать слишком много воли, чтобы он там тоже самостоятельно этим всем занимался. Но для этого есть уже менеджеры. В аутсорсе проще, потому что уже будут защищать ваши права уже менеджеры, которые работают в нем. Что касается стартапа, это, по сути, молодые продукты, появилась идея, все, мы создаем стартап, и стартап живет за счет инвестиций тех, кому он смог продать эту идею, этот стартап. А что касается стартапов, это очень рискованная такая затея. Многие стартапы не выживают, но для новичков здесь больше такой раздолье, потому что новичков могут более охотнее брать именно в стартапы. Но, как на моем примере могу сказать, что это всегда риск, что закончатся инвестиции и стартап закроется. Причем это может случиться очень быстро, буквально за один день. И большой минус, конечно же, это процессы. Если вы новичок, опять пришли в стартап, нужно будет все налаживать с нуля. Продукт – это уже либо зрелый стартап, который прошел вот эти все начальные свои фазы, либо уже это не стартап, уже продукт, который давно существует, и он самостоятельно разрабатывает свой продукт. Вся команда находится на территории этой компании, она не зависит от сторонних там компаний. Конечно, иногда что-то могут отдавать на аутсорс, либо на аутстав в компаниях, но чаще всего все ребята работают в одной продуктовой компании, и вы что-то разрабатываете. Продукт с точки зрения вот того, что я всего перечислил, наверное, самый оптимальный вариант с точки зрения процессов, которые в нем будут налажены, с точки зрения команд, которые будут в нем работать. То есть это очень такой хороший вариант, когда уже все, продукт, если особенно зрелый, то тогда вам будет проще всего в нем работать, если есть команда. Но и в защиту аутсорса тоже есть хорошие аутсорсы, где действительно все классно работает. Есть плохие варианты, когда, опять же, аутсорс уходит на то, чтобы вас продать подешевле, заработать на вас побольше и никак не вкладывается в процессы, лишь только заинтересован в том, чтобы заработать. Что еще касаемо продукта, то на продукте обычно зарплаты повыше, чем в других типах компаний. Там есть акции, есть опционы, в общем, хороший такой тип компании. Я очень скучаю по своему продукту, но в целом могу сказать, что, там, учитывая специфику белорусского бизнеса, денег было немного на моем продукте, по крайней мере, мне их не платили. Так что тут тоже раз на раз не приходится. Менеджмент тоже очень важный. Я уже говорил о том, что может быть какой-то такой товарищ, управленец, который поддерживает кривые процессы, не хочет ничего менять и никак не будет поддерживать вас. Поэтому нужно искать каких-нибудь соучастников в преступлении по налаживанию процессов компании, других менеджеров, которые могут быть не только SEO, либо же других привлекать ребят из других отделов, которые тоже хотят что-то улучшить. Очень часто ребята, когда не коммуницируют, они не знают о проблемах других отделов, но по своему опыту, опять же, скажу, что если вы начнете общаться с отделами, с разработчиками даже, они могут много чего интересного рассказать с точки зрения обеспечения качества и как можно наладить процессы и внутри них, потому что мы, как Quality Assurance инженеры, можем влиять абсолютно на все отделы, если это помогает улучшить в целом процесс обеспечения качества. Ну, если менеджер поддерживает, то тогда все замечательно, все хорошо, будет поддерживать, будет непосредственно выделять деньги на какие-то вещи, связанные с улучшением процесса, потому что иногда они тоже требуются. Поэтому здорово, если вам повезет, и все будет действительно так, но всегда ищите просто какие-то пути обходные, как это можно улучшить. И бюджет, опять же, есть или нет. Если нет бюджета, сложно некоторые процессы улучшать. Например, если вы хотите там, из Google таблиц перейти непосредственно в какой-нибудь бэктрекинг нормальный, там, Jira, например, либо из, опять же, тех же самых Trello, например, перейти в какую-нибудь систему по управлению тест-кейсами, которая может вам помочь, там, какой-нибудь кейс, либо тест-трейл. Это все стоит денег не маленьких, поэтому тоже, когда нет бюджета, очень грустно. Но, опять же, выходим на то, что нужно доказывать свою правоту, почему мы должны купить именно этот инструмент, а не другой, почему мы не должны экономить и так далее. Чаще всего с ростом компании, чем она становится больше, чем сложнее задача она решает, чем больше денег у нее появляется, тем, конечно, и проще работать с бюджетными этими вопросами. Вот это все в совокупности может влиять на то, как будет просто наладить процесс или нет. Всегда в таких случаях вообще в любом факторе я советую
коммуницировать, очень много коммуницировать. Многие ребята недооценивают этот важный навык вообще уметь коммуницировать и быть коммуникабельным, но в тестировании без него будет тяжело. Без какой-либо коммуникации проблемы не будут решаться. А если вы будете говорить, будете подсвечивать то, что работает не очень, какие-то ботлнеки, узкие места, то тогда жизнь станет проще и вам станет веселее. Это что касается факторов. И сейчас мы с вами поговорим про основные этапы, которые могут вас ждать. Они очень похожи на STLC-процесс классический. Сейчас вам покажу. Я тут специально на Guru99 нашел. Можете, кстати, тоже пользоваться этим ресурсом. Очень полезный на английском языке. Здесь по теории тестирования огромное количество статей. И в том числе есть разные тоже тренажеры, есть тестовые различные сайты, которые можно тестировать, какие-то веб-приложения, есть какие-то лайв-проекты, которые вы можете тестировать. В общем, находите софтвер-тестинг тут непосредственно в тестировании, кажется, софтвер-тестинг, да. И здесь можете найти много чего интересного. На самом деле этот сайт иногда недооценивают, даже как приложение, но здесь можно найти много чего классного. Поэтому не игнорируйте его, очень советую. Еще Art of Testing тоже неплохой ресурс. Так, что касается STLC, я думаю, если тут ребята, которые уже учатся либо работают, они его прекрасно знают. То есть вот эти основные наши моменты, основные наши этапы, которые выделяют в STLC, и вы должны в своей работе, если вы даже налаживаете процесс, идти по ним, чтобы вы покрыли абсолютно все этапы, которые здесь есть. То есть это анализ требований, это какое-то планирование, это разработка кейсов, это организация наших тестовых сред, это выполнение тестов и стадия закрытия тестирования, например, когда ваш проект заканчивается, какие вы должны сделать завершающие фазы. Если говорить про то, когда вы приходите, например, в компанию, вам нужно сначала, конечно же, изучить то, что есть в компании, поэтому мы сначала задаем важные вопросы, какая у нас методология разработки. Это во многом будет влиять на то, как мы в будущем строить процесс. Само собой, там Waterfall будет очень сильно кардинально отличаться от скрама. Скрам от канбана тоже будет немного отличаться. Поэтому задаем этот вопрос, согласно тому, что вам ответят, начинаем строить нашу стратегию развития. Узнаем состав команды, как я уже сказал, это важно. Вам нужно понимать, сколько людей вообще в команде, не только в тестировании, но и в других отделах, что они выполняют, за какие функции отвечает каждый человек. Опять же, собирайте себе такой список. Можете в Notion завести таблицу какую-нибудь, базу данных и туда все это собирать. Далее наличие требований. Тоже немаловажно. Всегда наше тестирование начинается с анализа требований, и нам нужно понимать, есть они вообще на проекте или нет, что нам с этим делать вообще. Если требований нет, значит, нужно их начинать собирать. Это могут делать аналитики, это могут делать продукт-оунеры, это могут делать продукт-менеджеры, как уже в вашей компании заведено. Даже тестировщики, к сожалению, могут это собирать, но по договоренности и желательно за дополнительные деньги. Лучше бесплатно это не делать. Собирайте тоже эту общую информацию и, согласно нее, опять же, строите стратегию, как вы будете работать. Есть требования классно, нет требований, надо найти человека, который их хотя бы знает, в голове у себя держит, чтобы он где-нибудь их оформил. Confluence, либо там user story в Jira, по которой вы будете потом таски привязывать. В общем, таким вот образом никогда не держите ничего в голове. Всегда это должно быть оформлено. Это касается не только там работы аналитика, но и работы тестировщика, когда вы там заводите какие-то кейсы, баги очень важно все документировать, даже с низким приоритетом. Вот эти ваши все переписки в слаках по поводу того, что вот пофикси, пожалуйста, баг. Лучше, да, конечно, если там баг, который можно решить быстро, и вы понимаете, что этот человек надежный, он все решит, можно таким образом оформить, но тоже сохраните там вашу переписку, чтобы потом не возникали такие вопросы, когда этот баг всплывет, он не пофикшен, хотя вы договаривались. Всегда советую иметь какое-то письменное подтверждение. Лучше всего это письменное подтверждение оформить в Jira в виде отчета о дефекте. Поэтому тоже не забывайте, пожалуйста, об этом. И саму тестовую документацию, конечно же, нужно изучить. Есть она, нет ее. Если нет, значит, нужно решить, какую мы будем использовать. Чек-листы, тест-кейсы, например. Какую-нибудь из них. Чек-листы, скорее всего, вы будете на начальных этапах и вести, потому что они быстрее, они легче поддерживаются. Далее уже, смотря на сам проект, как он будет развиваться, если будет необходимость заводить тест-кейсы, значит, заводим их. Выбираем какие-то системы, которые позволят нам их более оптимально вести. На первых порах, как я уже сказал, это могут быть какие-то Google таблицы, могут быть, может быть, тоже Trello, но потом уже с
точки зрения роста проекта, его развития, конечно же, удобнее будет это все вести в специально настроенных системах. И вот мы приходим к такому моменту, как наличие ПО, то есть тоже изучаем, что есть. Например, есть у вас Jira, но ей эффективно не пользуются, не знаю, она только существует для того, чтобы в Confluence завести требования, либо какие-то таски раскидать. Можно тоже этот инструмент улучшить, то есть добавить информацию о жизненном цикле нашего проекта, то есть там вещи, связанные с тем, что in progress задачи находятся, потом в разработке, в тестировании, готово к релизу. То есть, sorry, то есть нужно подробно, опять же, объяснить, как можно улучшить этот процесс и почему он важен с точки зрения тестирования, как он может улучшить вообще все, что происходит в компании. Есть ПО какой-то, подумайте, как его эффективно можно применять. Если его нет, ну, тогда уже нужно его заводить. Опять же, выбирайте то программное обеспечение, которое максимально подходит к контексту того проекта, продукта, с которым вы работаете. Тестирование зависит от контекста, все помнят этот принцип тестирования, он распространяется в том числе и АПО поддерживающим, который необходим тестировщику. То есть изучаем текущую ситуацию, выбираем то ПО, которое нам подходит, наиболее оптимально, по цене тоже очень часто смотрят на бюджеты, который есть и запланирован, и старайтесь обоснованно подходить к этому процессу, почему он необходим. Ну и, конечно же, нужно провести наше обычное исследовательское тестирование, когда у нас не будет особо какой-то документации, но есть уже продукт, и нужно какие-то первые тесты уже писать для него, то есть просто сядьте, походите по продукту, посмотрите, что в каждом модуле находится, нарисуйте себе вот такой майндмап какой-нибудь в Xmind, например, либо в каком-нибудь бесплатном ПО, и таким образом потом это тоже используйте для своих каких-то целей, чтобы понимать, как вам нужно разбивать вашу тестовую документацию. В тест-план потом в будущем сможете тоже эту информацию как-то добавить и дать какую-то первичную оценку того, что сейчас есть в ПО, как оно работает и что нам нужно сделать, чтобы это улучшить. Изучили эту текущую ситуацию, можем переходить к стратегии планирования. Как я уже сказал, выбор тестовой документации, он, в принципе, будет пересекаться с некоторыми фазами, которые есть. То есть изучили, опять же, окончательно решили, что мы будем использовать на проекте, чек-листы, тест-кейсы, ну и другую тестовую документацию, не только. Это могут быть и матрицы трассировки, это могут быть и отчеты о результатах тестирования, и решение о том, будем мы вести тест-план или тестовую стратегию. То есть все это тоже такой комплексная оценка того, что должно быть. Организация требований, распределение функций. То есть здесь уже мы изучили состав команды, уже знаем, над чем нам нужно поработать, то есть предлагаем, как эти требования могут быть оформлены, кого нужно задействовать в этом, возможно, даже нужно будет нанять какого-то дополнительного человека. То есть это все можно говорить, не стесняйтесь. Так, кстати, заметил очепятку. Давайте я поправлю сразу. Эту схему я тоже потом прикреплю. То есть говорите о том, какие есть сложности. Может, даже менеджер перед вами поставит такую задачу, чтобы вы провели какую-то первичную оценку и рассказали о слабых местах. И не молчите, потому что не надо стесняться. Это все-таки поможет всей команде. Требования, они необходимы всем, и тестировщикам, и разработчикам, и самим аналитикам, и дизайнерам. Без требований нормальный продукт не сделаешь. И распределение функций, но здесь уже тоже распределение функций, что я здесь имел в виду. То есть, опять же, если у вас несколько тестировщиков, например, пришло в компанию, значит, нужно понять, кто что будет делать, за что отвечать, либо же, опять же, дать какое-то понимание того, что сейчас есть в команде вообще всей, и кто за что отвечает, тоже может быть какие-то дополнительные функции проговорить. Например, не было юнит-тестирования в разработке, а юнит-тестирование вообще должно быть всегда, то есть об этом тоже сказать, что нам бы писать юнит-тесты, не было интеграционного тестирования, значит, нам бы там добавить какое-нибудь тестирование API-шки, потому что без него не будет нормально идти процесс тестирования и будет много багов, потому что мы их пропускаем на этом уровне. То есть вот такие вот тоже предложения можно все озвучивать. Выбор ПО, опять же, в стратегии планирования прописывайте, что вам необходимо дополнительно, например, докупить, какие доступы добавить, или просто, если это ПО бесплатное, прописывайте, как мы его будем использовать. Как я уже сказал, если у нас там есть Jira какая-нибудь, U-Track, Azure DevOps в виде системы по управлению задачами, то нам нужно обязательно добавить в него жизненный цикл, чтобы было прозрачно видно, на каком этапе находится наше ПО, что каждый участник команды будет с ним делать, кто ответственен там за каждую из этих фаз, как будут передвигаться тикеты по системе и так далее. Это тоже очень важно, чтобы это было прозрачно и прослеживаемо. Иначе без такой прослеживаемости будет очень тяжело, и это не только для тестировщиков классно, но и для разработчиков они тоже будут понимать, на каком этапе что находится, и для менеджера, который в будущем будет какие-нибудь отчеты делать и может в Jira там какие-нибудь графики красивые рисовать и так далее. То есть это важно для всех, опять же. Всегда делайте упор на то, что это не только такие тестировщики плохие и хотят организовать и структурировать работу, но и в целом это будет работать для всех.
Тест-план, тест-стратегия, то есть все, что вот мы сейчас проговорили, это все нужно включить в отдельный документ. Можете использовать и то, и то. Но чаще всего тестовая стратегия, она является частью тест-плана, то есть без нее обычно тест-план не создается, но кто-то выбирает для себя только тестовую стратегию и пишет ее. Здесь уже up to you, как решите, где меньше времени потратить. Не обязательно писать тест-план там на 20 страниц и подробно все расписывать, можно на пару страниц написать основные вещи, закрыть по нему. Опять же, ссылку я прикрепил, если кому-то интересно будет про эти типы тестовой документации посмотреть, почитать, заходите, смотрите. То есть тоже было бы неплохо просто структурировать, обобщить то, что вот мы решили на всех этих предыдущих стадиях, как это можно применить. Ну и тестовое окружение тоже немаловажно. Многие как-то упускают этот момент, но нам нужно понимать, на каких окружениях мы будем работать. Настройка окружения – это тоже время, это время вашего DevOps, например, либо бэкэнд-разработчика, как у вас в компании будет принято, либо системного администратора. Это время, и вам нужно проработать, что будет происходить на каждом из тестовых окружений. Это может быть там локальное окружение, dev-окружение, QA, Stage какой-нибудь, прод, UAT еще, ну, в общем, их много бывает. У каждого окружения свои особенности. Желательно, чтобы там Stage был максимально похож на ваш прод. Это все тоже нужно будет хорошенько обдумать, эту всю архитектуру. Поэтому не молчите, говорите об этом, что вам нужны какие-то окружения. Не только нам нужно окружение для разработки, но и для нас, тестировщиков, там, QA, просто для работы, чисто тестирования такого рядового. Stage уже на стабильном билде какую-нибудь регрессию гнать. UAT для пользователя, но это уже если у вас есть вообще такая фаза, и есть те пользователи, которые готовы потестировать ваше ПО еще после. Это тоже может быть зависеть от проекта, от контекста, поэтому что-то будет, чего-то не будет. Но вот основные виды окружения тоже заложите себе и пропишите, как вам с ними работать. И в будущем, опять же, вам нужно понимать, как вам потом на эти окружения собирать свои билды. Ну, это уже на следующих этапах. Так, далее, что у нас тут еще интересного есть? Так, ну, непосредственно, когда мы уже все спланировали, когда мы выбрали ПО, настроили окружение, договорились со всеми, кто чем будет заниматься, мы должны заниматься уже непосредственно тестированием нашим и писать тестовую документацию. То есть здесь мы уже садимся и пишем чек-листы, тестовые наборы. Что касается вот этой фазы, то здесь будет зависеть от того, на каком этапе вообще развития находится ваш продукт. Если вы пришли на продукт, который только начинается, это классно, то есть вы будете все шаг за шагом создавать. Если вы пришли на продукт, который уже есть, то есть вам нужно выделить высокоприоритетные какие-то задачи, определиться, что вы будете покрывать тестами в первую очередь. Скорее всего, это будут какие-то новые фичи, либо основные фичи с высокими приоритетами. Вы это будете в первую очередь покрывать. Какие-то уже минорные, либо среднего приоритета задачи можно и опустить. Но лучше всего, опять же, договариваться. Если есть команда, хорошо, вы там уже можете между собой эти задачи распределить как-то нагрузку. Если команды нет и вы один, тогда, как я уже сказал, просто приоритет какой-то включаем, как это должно работать, общаемся условно с продукт-оунером, с продукт-менеджером, что для нас более приоритетно на данный момент, и тогда делаем основной упор на это. Что еще хотел сказать, вот эти все фазы, которые я назвал, конечно, они, скорее всего, не будут так красиво в waterfall друг за дружкой идти, вы, скорее всего, будете делать все вместе и сразу. Поэтому тоже себя к этому готовьте, как и в обычных наших итерациях, когда тестирование подключается на каждой стадии вообще разработки, так и в обычном STLC-процессе тоже придется все это совмещать между собой. Было бы здорово, конечно, чтобы вам дали время на каждый из этих этапов, и вы нормально настроили все на них, но готовьте себя к тому, что, возможно, нужно будет совмещать эти все активности. Важно включить регрессию, то есть тоже про нее не забывайте, для того, чтобы отслеживать наши изменения, которые происходят, насколько они влияют на то, что сейчас есть в нашем инкременте рабочем. Это важно, потому что тоже эти изменения могут в будущем нам принести много чего неприятного, если их не протестировать заранее и вовремя. Так что всегда разрабатывайте регрессионные наборы. Я тоже прикрепил ссылку. Там про приоритеты, как их вообще собирать и как собирать, в общем, какие тесты использовать и так далее. Посмотрите обязательно, регрессию, пожалуйста, не бросайте. Ну, опять же, если у вас есть автоматизатор еще в команде, помимо того, что вот это все мы с вами обсуждаем с точки зрения какого-то ручного тестирования и в целом процесса обеспечения качества, если есть автоматизатор, то еще подвязываются и для него какие-то задачи тоже одновременно, но скажем так, автоматизатор больше такой самостоятельный. Я думаю, что он разберется, что ему тестировать, но в том числе и вам, если вы уже такой пришли junior QA-менеджер, нужно будет тоже
участвовать в этом процессе, даже с точки зрения того, что нужно в первую очередь автоматизировать, то есть это будут наши смоки какие-то, это будет наша регрессия, тоже ему подкидывать работу и направлять в правильное русло, чтобы он не сидел бедный без дела и не знал, чем ему заняться. Было бы классно, конечно, чтобы у вас был автоматизатор. Но на начальных этапах и в стартапах больше набирают мануальщиков сначала, потом уже берут автоматизаторов. Ну, либо же какой-нибудь заказчик, там, или условно SEO думает, что автоматизация его спасет, и это стильно, модно, молодежно, и сразу начинает с нее. Но с ней сразу начинать с автоматизации, мне кажется, не совсем верно, потому что, по сути, у вас не будет какого-то как вам сказать, бэкграунда, экспириенса, не будет того, что нужно автоматизировать, особенно если автоматизатор, он занимается только написанием скриптов и сам не пишет тестовые кейсы, такое тоже бывает и часто, если он чистый автоматизатор, то лучше, чтобы мануальщик немножко уже поработал, что-то написал, было некоторое понимание того, куда мы двигаемся и на что стоит обращать внимание, и уже потом привлекать автоматизатора к этой работе. Либо же параллельно, но тогда понимать, что автоматизатор может быть недозагружен задачами. Так, регрессионные наборы, понятно. Процедура работы с багами, то есть здесь уже нужно просто для себя, опять же, написать какую-то документацию, либо, не знаю, буквально там на несколько предложений о том, как мы баги заводим, кто за них ответственен, кто назначает, на кого баги, приоритеты, опять же, распределить, чтобы все точно понимали в команде, если несколько тестировщиков, что у нас тривиальный баг, что минорный, что мажорный, что критический, что там шоу-стоппер какой-нибудь. То есть это тоже нужно расписать, ну и в будущем, когда вы будете тестирование проводить, чтобы все этой процедуре действовали, потому что в разных компаниях могут быть разные подходы. Идеально, конечно, чтобы сам тестировщик заводил баги и назначал баги, еще приоритеты определял, но в другой картине мира это делает project manager, и, в принципе, это, наверное, логично и правильно, чтобы это делал project manager, либо product manager, как, опять же, у вас в компании это распределено. То есть почему это важно? То есть он больше понимает, какая ценность этого бага и как мы быстро должны его пофиксить. Но для нас, для тестировщиков, это как это, удлинение вообще всего процесса, и можно долго ждать, пока там эти баги разберут, они начнут плодиться, их будет много, будет какая-нибудь задолженность техническая, связанная с тем, что их не фиксят, все будут страдать, особенно тестировщики, которые видят, что в бэклоге много багов. Да, но в целом, что я хотел сказать? Опять же, спрашиваем, как у вас работает на проекте, и согласно того, как это работает, либо работало раньше, либо изменяем этот процесс, как-то его корректируем, либо работаем согласно тому, что есть. Очень советую вести матрицу трассировки. Если кто-то впервые слышит про этот документ, я вам сейчас быстро покажу, как это может выглядеть. У меня, опять же, есть видео, тоже ссылку приложу. То есть, по сути, это ваши тест-кейсы в одном столбце перечисливаете и называете другие столбцы названием требований. И тот кейс, который покрывает там требования, вы обозначаете там, не знаю, галочкой, каким-то цветом, чтобы было видно, насколько у вас все требования покрыты. Если какие-то, например, требования покрыты большим количеством кейсов, тогда лучше их подсократить, чтобы другие не страдали, и чтобы вы не делали лишнюю работу. Это такая простая самая матрица трассировки, но советую вам использовать более такие расширенные, где можно в том числе хранить информацию про ваши кейсы, ввести какой-то статус, не статус, приоритет можно ввести, можно в целом, что еще, ну да, статус самого кейса, то есть какие-то кейсы, которые уже готовы, какие-то кейсы, которые в прогрессе находятся, которые нужно обновить, которые out-to-date, то есть это тоже полезно вести, чтобы у вас все в одном месте было. Вы скажете, что есть же система управления тест-кейсами, да, они есть, но там порой не так просто и наглядно можно все это сделать и посмотреть, поэтому советую вам еще отдельно это все дублировать. Смог-регрессия тоже важна для автоматизаторов, если у вас есть автоматизаторы, и для вас тоже, чтобы понимать, какие тут наиболее важные тест-кейсы находятся. Эстимация тоже, если вы ведете эстимацию, я советую вам эстимировать, конечно же, ваши задачи. Введем, сколько мы там потратили на выполнение этого кейса, и информация, например, о автотестах, покрыты они автотестами или нет. Стараются обычно покрывать кейсы, которые находятся в регрессии и смоки автоматизации. И потом из этой вот таблицы можно еще в будущем находить какие-то метрики, которые нужны на поздних этапах уже тестирования, когда вы собираете отчетность. Так что такую таблицу можно использовать. Опять же, в видео, которое я прикрепил к этой схеме, там будет образец, можете тоже брать себе на вооружение.
очень такой инструмент, который некоторые недооценивают, но на самом деле он достаточно эффективный. Само собой, все наши виды тестирования, которые можем проводить, то есть почему я их выделил отдельно и написал в этой статье, чтобы вы тоже понимали, что на каждый из этих видов тестирования обычно уходит какое-то время, чтобы их наладить нормально. То есть если мы говорим про интеграционное тестирование, есть вероятность того, что вы придете на проект и не будут вести документацию API-шную. Тогда нужно просить бэкэнд-разработчиков, чтобы они через Swagger вам собрали тестовую документацию. Это не так сложно, ну, вообще не тестовую, а просто документацию API. Не так сложно, и нужно просто быть более настойчивым в этом вопросе, и вот эта вот документация, она поможет не только вам, но и разработчикам, так как они будут сразу видеть endpoint и могут сразу без проблем находить ту информацию, которая им нужна для разработки и написания кода для API-шки. Поэтому настаивайте на том, чтобы это внедряли. Опять же, Postman, написание коллекций, автоматизация, если она необходима, но, опять же, на ранних этапах можно без нее обойтись в Postman. То есть тоже советую вам как можно раньше включать это тоже в тестирование, потому что на интеграционном именно уровне находится очень много багов. Ну и, опять же, когда нет гуишки, вы можете быстрее работать с API-шкой и тогда тоже сразу найти баги, не дожидаясь работы там фронтендера какого-нибудь. Пользовательское тестирование, почему важно? Опять же, нужно понимать, что неважно, почему я это выделил отдельно, потому что, опять же, можно набирать какую-то команду, которая будет тестировать конечных пользователей, бета-тестирование какое-то проводить и так далее, настраивать отдельное окружение, продумывать процедуру, как это будет проходить, будут ли они самостоятельно это делать, или будут проходить там, этот этап по вашим кейсам, такое тоже бывает. Иногда это на стороне даже вашего заказчика, если вы, к примеру, работаете в какой-то компании, оказываете услуги как аутсорс, например, то некоторые заказчики специально выкупают тестовую документацию, и уже согласно ей там пользователи могут что-то тестировать уже на стороне заказчика. Поэтому тоже, если такое есть, нужно хорошенько проработать этот момент, особенно если там есть отдельный UAT-окружение, то нужно понимать, когда-то мы находим, например, баги, что нам делать в таком случае, на какие окружения мы должны возвращать это, как это фиксить. В общем, процедуры эти все тоже нужно расписывать, но уже на практике это будет более, я думаю, не менее понятно. Релизное тестирование тоже важно. Вам необходимо, чтобы у вас был нормально настроен релизный менеджмент, чтобы у вас был релизный менеджер, чтобы вы понимали, что вот сегодня во вторник у нас будет релиз, а не в какой-нибудь среду, четверг, пятницу. На пятницу вообще релизы не ставим, желательно, чтобы их там не было, так как команда уйдет на выходные, могут найти баги, это лишние стрессы, лишние напоминания о себе в выходные дни, поэтому стараемся уходить от этих моментов. То есть все тоже должно быть нормально зарегламентировано, должна быть команда, которая отвечает за релиз, должны быть прописаны процедуры, которые связаны с релизом, что мы должны проводить как тестировщики. То есть это все тоже не упускайте из виду, это должно быть максимально задокументировано и структурировано. Ну и работа с окружением, как я сказал, уже немаловажно, уже несколько раз сегодня упоминал именно этот момент, потому что с окружением могут быть сложности, и вам тоже нужно понимать, как собирать билды, куда что нажимать, какой у вас CI/CD конвейер, где там что, какой Jenkins работает, где GitHub подключается, где база данных. Возможно, у вас будет все классно настроено, и вы там будете нажимать на одну кнопку, а может быть, вообще не будете собирать билды, но это маловероятно сейчас. По сути, любой тестировщик занимается этой активностью, так что тоже имейте это в виду, чтобы вы понимали, как это работает, и могли в любом случае там кому-то рассказать. Если придет новый человек в компанию, об этом мы тоже поговорим При том, чуть что дальше. все эти задания, на мой взгляд, они Кто там вышел в эфир? Так, отчетность. То есть мы уже с вами что-то протестировали, мы уже написали красивую документацию, мы завели кучу багов, и теперь наступает отчетность, заканчивается итерация, и нам нужно что-то рассказать. То есть здесь желательно, чтобы у вас тоже был этот этап, как отчет по результатам тестирования и такой вид документации. То есть, по сути, отчет по результатам тестирования необходим для того, чтобы дать какую-то финальную оценку нашему инкременту, который мы готовы выпускать или не готовы выпускать, и сказать, мы сегодня релизимся, либо мы сегодня не релизимся, потому что все плохо. То есть этот документ служит в первую очередь для этого. Когда у вас спрашивают на собесе, для чего нужен отчет по результатам тестирования, он нужен для того, чтобы дать финальную оценку качества продукта и сказать, релизимся мы или нет. У тестировщика есть такие responsibility. Он может стукнуть по столу и сказать, что нет, ребята, мы сегодня не релизимся. Да, могут быть какие-то отговорки, могут быть, скажем так,
переговоры о том, что нет, мы будем релизиться. Ну, то есть здесь уже с вашей точки зрения вы должны все максимально обезопасить, сказать, что нет. Если вы согласны релизиться там, с какими-то блокирующими багами, критикалами и так далее, то тогда подписывайте прямую ответственность того, кто дает это разрешение. А только так и никак иначе. Это такой документ, в котором, в принципе, расписана, как я уже сказал, общая характеристика по качеству продукта, информация о том, что вы проводили в рамках там итерации, сколько кейсов вы закрыли, сколько багов вы нашли, какая-то динамика тоже было бы неплохо показать по сравнению с другими, какие-то диаграммки нарисовать. В общем, можете тоже видео мы посмотреть и где-то дополнительно в интернете почитать. Это важно для того, чтобы видели вашу работу, чем вы занимаетесь, для того, чтобы менеджмент был up-to-date и знал, что происходит с продуктом, и важно для того, чтобы, опять же, принимать какие-то вот такие вот сложные решения, связанные с релизом, если какие-то спорные ситуации возникают. Поэтому не игнорируйте эту документацию, я бы советовал вам ее завести на проекте, если ее нет. Ну, и если вы придете на проект, ее не будет, тоже сказать, что надо бы. И, конечно же, сбор метрик, тестирование и их анализ. Вот я вам показывал матрицу трассировки. Вы можете, согласно этой матрице, какие-то уже собирать метрики. Ну и здесь вот есть тоже разные метрики, привязанные к различным факторам. То есть это и общее количество найденных багов, сколько на проде, сколько у нас тестов автоматизировано, сколько кейсов написано, какая-то оценка затрат и так далее. Все эти метрики лучше согласовывать, то есть чтобы вся команда была в курсе и понимала, на что они влияют. Самостоятельно, конечно, не нужно какие-то там вещи вводить и потом говорить, что вот эта метрика завалилась, и мы могли там сделать лучше. Лучше презентовать, само собой. То, что вы делаете, вообще советую, вот, если вы на первых порах приходите, что-то презентовать. Организовать какой-то митинг для компании, встречу, и на ней рассказывать о том, какие вот этапы по внедрению процесса, чтобы тоже все были в курсе того, что происходит. И еще эти метрики, они очень важны для каких-нибудь iteration review. Вот придет к вам скрам-мастер и скажет, что, например, я сегодня готовлю отчет, либо менеджер какой-то, мне нужны какие-то метрики, либо что ты можешь предоставить это дело тестирования, и вы выберете, что необходимо будет показать. Это тоже нужно для того, чтобы все участники процесса и, самое главное, менеджмент понимал, как мы работаем, к чему мы идем, как это все меняется в динамике. На метрике обязательно все в динамике показывайте по сравнению, например, с предыдущей итерацией, что произошло. Какие-то там, не знаю, там приросли баги, увеличилось покрытие тест-кейсов и так далее, чтобы тоже видели эту работу и чтобы все понимали, как оно существует у нас. Ну и в завершении я бы хотел... Ну, я тут, кстати, не покрыл тему, связанную с закрытием тестирования, там, финальными стадиями, когда у нас уже проект заканчивается. То есть что вам нужно будет сделать? Скорее всего, вам нужно будет собрать общую информацию по кейсам, например, если это необходимо, и ваш проект, например, передается в другой отдел, в поддержку. Очень часто бывает, что вот проект заканчивается, и все, вы уже не будете тестировать, но этот продукт все равно существует, он работает, тогда все перейдут в поддержку, и нужно будет передать кейсы, нужно будет собрать какие-то финальные метрики, нужно будет, опять же, подумать, что еще можно предложить вот в этой стадии закрытия, какие-то рекомендации, возможно. То есть это все входит в стадию закрытия, но не всегда на проектах она есть. Но если будет, можете дополнительно где-нибудь про нее почитать. Так, и что? В завершении. То есть помимо того, что вот мы все эти стадии прошли, стадии что там, гнева, отрицания, принятия, торга и так далее, что вы можете еще дополнительно делать, чтобы ваш процесс нормально работал и все были счастливы в команде? Обязательно участвуйте во всех митингах, которые у вас происходят, не игнорируйте их, ходите на дейлики, ходите на ретроспективы, прям вот обязательно ходите. Ретроспектива – самый лучший инструмент для того, чтобы привнести улучшения в компанию и что-то изменить. Не молчите. Из своего опыта скажу, что на ретроспективах очень часто аналитики и тестировщики – это звезды этих мероприятий, всем остальным почему-то не так они проникаются ими, поэтому ходите, предлагайте, очень часто после ретроспектив придумывают крутые экшн-планы и внедряют то, что вот не было до этого сделано. Ходим на эти митинги, на refinement обязательно ходите, когда вы там уточняете требования, это тоже очень важный митинг, на эстимации ходите, чтобы все помнили о тестировщиках, я тоже не упоминал здесь, но тоже немаловажно, если вы приходите на проект и время, которое тратится на тестирование, никак, нигде не учитывается,
необходимо ситуацию менять и учитывать это время, потому что очень часто бывает, что время учитывают только на разработку, забывая про написание требований, забывая про тестирование, забывая про дизайн и так далее. Вот это все тоже желательно, чтобы учитывать. Вообще dev-команда, согласно Scrum, а Scrum — это один из самых популярных фреймворков, который сейчас работает, это не только разработчики, это люди, которые участвуют именно в разработке продукта, и это могут быть любые ребята, которые в этом задействованы. Далее, вот говорил вам про какие-то инфосессии, скажем так. В общем, если вы что-то делаете, то обязательно про это рассказывайте, презентуйте. Очень классная практика у меня была на первом месте работы, когда там тоже, может быть, какие-то разработчики не понимали, чем занимаются вообще тестировщики, либо дизайнеры. У нас там было раз в неделю, условно, там кто-нибудь выступал из разных отделов и рассказывал, чем они занимаются, либо какие-то вещи, которые тоже могут быть интересны всем участникам команды. Например, вот там дизайнер рассказывает про accessibility, про доступность. Это интересно и разработчикам, потому что им это нужно будет делать. Это интересно и тестировщикам, потому что это нужно тестировать. Это интересно дизайнерам, потому что они должны нарисовать красивый доступный интерфейс. Это интересно аналитикам, которые должны написать классные требования, чтобы тоже покрыть это все. Поэтому такие вот митинги, они полезны, чтобы все понимали, как что работает. Очень советую применять. Обязательно предложение улучшения для любых отделов, не только для тестирования. Как я уже сказал, мы должны влиять на качество всего и вся происходящего. Поэтому очень советую вам не молчать и помогать ребятам видеть какие-то узкие места. Там, как я уже сказал, нет юнит-тестов — завозим юнит-тесты, нет документации API — завозим документацию, нет какого-то прикольного ПО типа Jira — заводим Jira, либо что-то подобное, нет, чего еще, что у меня тут на языке вертелось. Код-ревью, например, как-то там зависает, очень долго проводится, изучаем, почему код-ревью зависает у разработчиков, как это можно улучшить. Видим, опять же, какие-то вещи, связанные, что где-то что-то подтормаживает, обязательно сигнализируем и думаем, как мы это можем улучшить. Даже если у вас нету какого-то сейчас решения этой проблемы, но лучше на той же самой ретроспективе про это рассказать. И как это может эффектить тестирование. И очень классно всегда говорить о том, что мы потеряем деньги. Когда мы говорим, что мы потеряем деньги, очень активизируется менеджмент. И сразу такой, ну да, надо что-то делать. Да. И улучшение продукта тоже я сюда не добавил. Все вот помнят про баг-репорты, что мы там записываем, когда у нас, к примеру, что-то идет не так. Фактически ожидаемый результат у нас отличается. Но мало кто помнит про улучшения, импрувменты, энхансменты. Change request, но это не совсем к улучшениям относится. Если вы видите, что что-то в ПО работает не совсем так, как вы привыкли это видеть в другом ПО, и как это эффективно можно улучшить, заводите improvement и enhancement. Попросите, чтобы у вас на доску в Jira добавили этот дополнительный work item, и вы с ним тоже работали. Не стесняйтесь, заводите. Не факт, что, конечно, это все будет реализовано, но, опять же, вы повлияете на улучшение качества продукта. Очень часто эти требования, новые вот эти фишки, их реализуют. Так что тоже не думайте, что ваше мнение не будет услышано. Демо-сессии тоже. Кто-то там боится их проводить, на демонстрации ходить, когда мы уже инкремент какой-то подготовили, и нужно показать там, заказчику условно на презентации, либо команде презентовать то, что вы сделали. Не бойтесь брать инициативу и проводить такие демо-сессии. И таким образом вы и ребятам поможете получше погрузиться в продукт, и сами не будете стесняться каких-то презентационных вот этих всех вещей, потому что, как я уже сказал, коммуникация очень важна. И будете разбираться в продукте тоже в том числе. Так, ну и менторинг, онбординг, тоже не стесняйтесь этих всех активностей, особенно если вы заинтересованы в том, чтобы в будущем уходить в какой-то менеджмент, либо в обучающие инициативы. Тоже участвуйте в этом, предлагайте свою кандидатуру. Очень классно, когда вы, обучаясь, точнее, не обучаясь, когда вы обучаетесь самостоятельно, ну, тоже в том числе. То есть если вы что-то презентуете, как я, например, почему мой канал вообще появился, это классно, когда ты можешь что-то рассказать и еще дополнительно себя подчеркнуть, и это более эффективно с точки зрения какого-то обучения и развития. Поэтому смотрите тоже на это такой с точки зрения положительной. Ну, а онбординг, само собой, когда приходят новые ребята, нужна адаптация, тоже не игнорируйте их, помогайте максимально, чтобы они не проходили через весь вот этот вот длинный путь, о котором мы сегодня с вами поговорили. Видите, на какой удачной точке, на удачном предложении я закончил презентацию. Да, у меня, наверное, все, что я хотел вам рассказать по презентации. Спасибо огромное, Артем. Очень интересно, здорово. У меня сложилось ощущение, что ты, особенно когда рассказывал
про митинги, как команда делится друг с другом, какое-то райское место описывал для работы тестировщиком. Вот. И, конечно, наверняка у ребят есть какие-нибудь вопросы, и мы пересмотрим видео твое еще не раз, потому что все очень доходчиво и по полочкам. Спасибо большое. У многих, на самом деле, не всегда после какого-нибудь курса складывается целая картинка в голове о том, как, в принципе, в целом, вот сверху посмотреть на процесс тестирования и понять, какой этап за каким идет. Потому что ведь часто мы, когда работаем, мы, в принципе, занимаемся какой-то частью этого процесса, да. Не всегда мы устраиваемся на работу так, что мы ответственны за налаживание процесса тестирования всего. Но обязательно и важно знать, из чего этот процесс состоит и как это происходит практически. Ребят, если есть вопросы, можете написать, наверное, в чат, но я бы начала с того, что еще раз о курсе, что будет ли курс по автоматизации у тебя? Можно такой вопрос задать? Да, можно такой вопрос задать. Пока нет, потому что я не автоматизатор. То есть, как минимум, сейчас я занимаюсь изучением языка, очень так медленно, потому что я не особо люблю кодинг. Раньше у меня было несколько попыток, я занимался Java, бросил, потому что вообще не шло, потом JS, несколько попыток, сейчас была последняя недавно, тоже как-то дохожу до какого-то этапа, бросаю. Сейчас Python. Вот, сейчас смотрю Python. Возможно, это, кстати, пока это наиболее эффективно, как мне кажется, из того, что я начинал. Если у меня все получится, и я получу какой-то опыт и экспертизу в этом вопросе, как минимум год надо, мне кажется, поработать, тогда, может, что-то и буду запускать. Но на данный момент автоматизация не является основным приоритетом, который у меня есть, потому что мне больше интересно, я думаю, многие заметили по моему сегодня рвению рассказать про процессы, какая-то менеджерская активность. Поэтому если и будет автоматизация, то в моей работе это будет 20% только. А так я не особо горю большим желанием. Понятно, спасибо. Дело в том, что когда ребята выходят на рынок, видят требования к кандидатам, практически везде автоматизацию просят, по крайней мере, на рынке США. Расскажи, Мгм. какова специфика в данном случае на рынке СНГ и вот на европейском рынке? Да. Что касается специфики рынка, там, условно, Беларусь, Россия, Украина, могу сказать, что есть вакансии для мануальщиков. Их сейчас меньше стало, чем было раньше. Это все логично и закономерно, потому что все хотят видеть, условно, фуллстек не разработчика, а тестировщика, который будет делать все. Но такие вакансии есть и до сих пор, и их немало. Поэтому у нас с этим попроще. Да, я знаю, что там в США, например, либо в Западной Европе все чаще, и не чаще, и больше вакансий, связанных с автоматизацией. Нужно знать язык программирования, по крайней мере, базу нужно знать языка программирования. То есть вы сразу не бойтесь, что автоматизация– это вам нужно прям выучить весь язык программирования и быть на уровне разработчика. Нет, это не так. Достаточно освоить базу языка, выбрать какой-то фреймворк, с которым вы будете работать, и уже согласно его специфике писать тесты. Поэтому, да, проще, но я уже всем тоже говорю про то, что если у вас сейчас не будет автоматизации, то работу будет найти сложно на любом рынке, так как если мы говорим про рынок СНГ и страны с бывшего СНГ, и кто рядом с ним, то тоже тенденция, она такая, что автоматизация появляется, и всегда это будет плюсом. Даже если это мануальное тестирование, все чаще можно заметить вакансии, то что nice to have, чтобы у вас были навыки автоматизации, либо хотя бы вы хотели этим заниматься, то есть компании готовы даже подучить человека, если у него, конечно, есть опыт. Без опыта вообще сейчас тяжело, даже если у тебя есть автоматизация, но, как я сказал, это плюс. Спасибо большое. Вот еще пару вопросов, относящихся именно к поиску работы. Ам, Как, по твоему мнению, вот сертификация ISTQB в резюме, если стоит, она дает ощутимое конкурентное преимущество при поиске работы? Или это все же просто больше для галочки? Как, по твоему Ну, мнению? я видел этот вопрос в таблице. Что касается сертификации, зависит от региона очень сильно. Условно, там в Германии, например, если у тебя есть сертификат, то это плюс большой. Если мы говорим, возвращаемся к нашему региону, к моей геолокации, условно, где работают люди, здесь сертификация, она есть, это классно, но большого плюса она не сыграет. Сейчас еще принято так, что вот я сдам сертификат STQB, я буду востребован, и это супер-мега конкурентное преимущество. Нет, это не так. У нас оно скорее конкурентное преимущество, если аутсорс-компании участвуют в каких-то, как они там называются, забыл, вылетело из головы слово,
В общем, иногда заказчики просто выставляют требования, чтобы был этот сертификат. И тогда, да, действительно, это может сыграть в плюс, когда будут выбирать человека на проект, и есть сертификат, то есть, конечно, предпочтение дадут вам. Но какого-то супер-мега конкурентного преимущества я не вижу. В вакансиях я тоже не вижу этого требования. В Америке STQB, насколько я знаю, там тоже не особо это необходим. Есть еще, кстати, в Америке ASTQB. Он, по сути, тоже то же самое, что и STQB, только говорят, что он типа признается в Америке. Но я бы не сказал, что это прям супер-мега важная и необходимая сертификация, особенно для специалиста, у которого нет опыта. Но вообще бесполезно ее сдавать. Вы просто, прочитаете про теорию что-то, да, заучите этот экзамен. Его сдать не так сложно, можно все заучить и сдать спокойно, и забыть про него. Но когда у вас уже появляется опыт, есть некоторое понимание, как это работает, и вы хотите действительно для себя какую-то картинку в голове собрать правильную, как это должно работать, но, опять же, сильно не возлагайте больших надежд на силабус, потому что это, по сути, тоже теория теоретических теорий, но все же какую-то картинку вам поможет это собрать, и да, у вас будет сертификация. Плюс ко всему, очень хорошие уже будущие этапы, то есть помимо того, что вы сначала получаете STFL сертификат, это Foundation Level, и дальше вы должны уже после него, если хотите, конечно, идти там в agile, идти в производительность, в менеджмент какой-то и так далее. То есть без него вы не сможете дальше пойти. А дальше, если вы идете, и вам действительно необходимы какие-то навыки, связанные с этим, там уже поинтереснее ситуация с самими документами, которые вам нужно прочитать, силабус и так далее. И это действительно уже можно будет применять на практике. Но там свои требования, нужно сдать этот CTFL, и нужно будет подтвердить опыт обязательно в тестировании. Не помню сейчас, к сожалению, сколько. Поэтому да. Если на Европу уходите, западную, возможно, это будет плюсом. Для локаций там Восточной Европы, так плюс-минус, если самой компании это необходимо, в вакансиях очень редко можно встретить. Понятно, спасибо большое. Ребята в чате спрашивают, как у вас на проекте происходит функциональное тестирование? Опишите процесс, с чего начать. Да, процесс, он похож вот того, что я рассказывал. То есть, по сути, у нас сначала есть refinement, есть требования, которые привозит заказчик, условно, не заказчик, ладно, уже продукт-оунер, если мы говорим по скрам. Есть продукт-оунер, который собирает эти требования и рассказывает на рефайменте. Мы собираем все команды, обсуждаем их, задаем уточняющие вопросы. Если все ок, то это требование попадает в бэклог. Скорее всего, если это был refinement, он уже был в бэклоге продукта изначально, общем, где все хранятся требования. И потом, если мы согласились брать эту задачу во всем и нет никаких уточняющих вопросов, он перемещается в бэклог спринта, и, скорее всего, мы будем его брать уже либо в следующем спринте, либо там в каких-то последующих, потому что обычно на рефайментах обсуждают на несколько спринтов задачи вперед. Собрали, эта задача у нас появляется в бэклоге, наступает спринт, она попадает в спринт, и, скорее всего, у вас будет какой-нибудь iteration planning, где вы будете планирование проводить. Опять же, я говорю сейчас с точки зрения скрама, это может отличаться на разных проектах. Меня спросили чисто про мой опыт, как это обычно работает, поэтому рассказываю свой. Получается iteration planning, мы собираемся командой и решаем приоритетность этой задачи, то есть выбираем приоритетные задачи, мы можем эстимировать, либо мы эстимировали раньше, все по-разному бывает, но обычно классический скрам подразумевает, что вы на планинге, либо после него эстимируете эту всю затею, которую собираетесь делать. Эстимируем, и она попадает уже в работу. Попала в работу, берет ее разработчик обычно на себя, пишет код, и тестировщик берет на себя, если он заранее уже не проработал это требование, такое тоже бывает, если есть нормальный этап анализа требований и есть время на написание тестовой документации до процесса разработки, это правильно, так и должно быть. Но чаще всего бывает, что оно уже попало в работу, значит, тестировщик пишет кейсы, разработчик пишет код. Разработчик написал код, тестировщик закончил кейсы, и тогда уже тестировщик берет его в работу, тестирует. После тестирования, само собой, там могут быть какие-то баги находятся, могут не находиться баги. В общем, если находятся, заводим баги, пока они не будут пофикшены, либо баги там с высоким приоритетом не будут пофикшены. Опять же, в компании это все выбирается и обговаривается. Тогда мы эту задачу переводим, условно, там, она готова, там, может быть, для демонстрации. После демонстрации, если все согласны, там, Product Owner говорит, окей, переводится там в релиз, например, и так далее. Это если говорить по флоу такому основному. Что подразумевается здесь под функциональным тестированием, сложно. То есть это
этот вопрос такой, он достаточно обширный. Если говорить по процессу, зависит от того вообще в мобильной разработке, веб-разработке, в десктопе. Если веб-разработка, то, опять же, когда у вас уже задача готова от разработчика поступает, вы, скорее всего, будете ее собирать на какой-то билд. Собрали билд через, условно, Jenkins, связка с GitHub и какой-то базы данных, потому что информацию нужно будет потянуть из нее. У вас есть билд на каком-то окружении, скорее всего, это будет QA-окружение, вы тестируете эту задачу. Если все ок, тогда, опять же, закрываете ее, и, как я уже сказал раньше, там уже свои процессы, если есть баги, нет багов. Ну и, опять же, используйте все те самые инструменты, про которые вы слышали на курсах для тестирования. То есть это DevTools, если веб-тестирование, это что еще у нас там есть? DevTools, Postman, базы данных, Fiddler, через прокси, если необходимо, и так далее. То есть для каждого вида тестирования это будет отличаться. То есть так, по сути, построен процесс. Вопрос просто такой общий, что на самом деле по нему можно много чего рассказать. Окей, спасибо. Мы можем пока, наверное, двигаться дальше. Окей. Скажи, пожалуйста, чем трояж-митинг отличается от груминг-митинга? Окей. Трэш, он обычно связан с багами. Непосредственно у вас накопилось много багов в системе, и нужно навести порядок. То есть вы собираетесь, там, тестировщики, менеджеры, например, продукт-оунер, и решаете, как вы будете эти баги приводить в порядок. То есть, скорее всего, этих багов уже выставлен какой-то приоритет. То есть мы будем решать, актуальный он сейчас или нет. Если там актуальный этот баг и высокоприоритетный, то его нужно будет протестировать, не протестировать, а зафиксить как можно быстрее, ну и, само собой, потом протестировать. То есть на этом митинге вы решаете, что вы будете фиксить и тестировать в первую очередь, если много багов накопилось. Этот митинг не обязательный, то есть он может и не быть, если все хорошо на проекте и не нужно подключаться к тому, чтобы разгребать этот мусор, который накопился. А груминг, ну вообще сейчас его не грумингом называют, а refinement. Груминг в 2015 вроде году или 2017 уже перестали его так называть, но до сих пор еще называют. Refinement – это, по сути, просто уточнение требований, какая-то приоритизация. Иногда еще бывает так, что на рефайментах и эстимацию заводят, но вообще эстимация и покрепланирование – это немножко другое, но такое тоже есть, чтобы сразу все в один митинг собрать и быстренько все закрыть этот вопрос, то могут совместить между собой. То есть refinement – это чисто требование, уточнение, какая-то приоритизация, а triage-митинг, он связан с багами, с тем, чтобы вы в багах навели порядок и решили, что вы будете фиксить. Спасибо большое. Следующий вопрос от ребят. Опишите, пожалуйста, процесс интеграционного тестирования. Так, ну здесь, если мы говорим про классическое интеграционное тестирование со всеми этими разными большим взрывом, сверху вниз, снизу вверх, я с таким процессом не работал, сразу могу сказать. То есть в моем понимании, как это работало у нас, интеграционное тестирование, то есть у вас, по сути, есть API, оно всегда есть, без него в принципе, не работает ни одна система. Есть этот API, вы просите разработчика, если он заранее это не сделал, собрать все в удобочитаемую документацию. Есть разные инструменты, есть Swagger, например, самый распространенный, либо OpenAPI, его, он так правильно должен называться. Можно в Postman сейчас тоже писать документацию, в том числе инструмент позволяет это делать, в которой будет расписано, какие есть методы, какие есть эндпоинты, что должны отправляться там в параметрах, хедерах в базе, то есть какие статус-код должны проходить. В общем, идеально расписывает, как это все должно работать, согласно чего вы в будущем можете написать тест-кейсы. Тест-кейсы пишутся несложно, похоже на то, что вы делаете для обычного своего функционального тестирования, например. То есть пишите кейсы, и согласно им, то есть там позитивные, негативные, там все это тоже много есть информации в интернете, можете посмотреть, и уже после тестируйте API, то есть у вас есть, опять же, окружение, на котором вы будете это делать. Еще бывает так, что для разных окружений API может немножко отличаться, но чаще всего там просто отличается в домене, там, к примеру, вместо key нужно будет написать условно, не знаю, stage, и все остальное должно работать так же. То есть основной наш инструмент для интеграционного тестирования будет Postman, и вы будете работать внутри него, создавать коллекции, писать эти методы, придумывать негативные и позитивные кейсы, прескрипты, если будут необходимы, тесты, если тоже есть в этом необходимость, но она чаще всего есть. То есть все, и покрываете свои вот эти все свою документацию этими кейсами и согласно нее трудитесь. Это самый простой такой случай. Ну, конечно, там, если уже подключать какие-нибудь серверы, заглушки, то, я думаю, там все сложнее, но мне не приходилось в своей практике с этим сталкиваться. Понятно, спасибо большое.
Ребята спрашивают еще, есть ли у вас в рамках курса реальные проекты для мануального тестирования с прохождением всех или части стадий, которые вы описывали сегодня? Мгм. Если речь про реальные какие-нибудь проекты в компаниях, нет, такого нет, как некоторые курсы сейчас могут предложить. То есть у меня это просто учебные проекты. Условно, там, если тестирование веб, то какой-то сайт сломанный. Если тестирование API, открытая API, которую тоже берем, пишем коллекции. Если мобильное тестирование, опять же, какое-то приложение сломанное, которое тоже можно протестировать и так далее. То есть такого прямо погружения прямо во все этапы именно, чтобы вы вот пришли, и у вас были все митинги, чтобы был CI/CD процесс налажен. Нет, такого, конечно, нет. Это сложно реализовать, особенно в рамках, когда ты один этим всем занимаешься. Поэтому, да, вот, то есть какую-то практику вы, конечно, получите, практику, связанную с реальным тестированием каких-то приложений, но ее указать там в резюме как коммерческий опыт, конечно же, не получится. Окей. У вас есть видео про Postman, Fiddler, Charles Proxy. Какой предпочтительнее использовать для API-тестирования? Проще всего использовать Postman, он именно для этого и создан. Фидлер через прокси, конечно, тоже есть там функции, и если говорим про Fiddler Everywhere, который сейчас очень классно так выглядит и даже похож, там, композер какой-нибудь на то, что есть в Postman, либо расширения есть даже компьютерные, не компьютерные, в смысле в браузере, которые тоже можно использовать, я бы советовал использовать Postman. А уже Charles Proxy и Fiddler использовать для каких-то специфических вещей, которые Postman сложновато будет сделать, там подменять запросы какие-то и так далее. Ну, в Postman это тоже есть, как-то реализовано, но кривовато. Поэтому лучше разделять эти инструменты между собой. Там, в Postman мы используем непосредственно для тестирования пешки, Fiddler Charles Proxy в каких-то кейсах, которые связаны с тем, что нам нужно перехватить трафик, каким-то образом его изменить и проанализировать. Окей, спасибо. А, Вопрос, вернемся все-таки к поиску работы, если можно. Мгм. Конечно. Скажем, прошли мы курс, а, вроде бы все понятно, все знаем, но, конечно, без практического опыта. И что более предпочтительно? Где набраться этого самого опыта для собеседований? Больше делать упор на поиск стажировки, ну, как именно в качестве стажера, либо все-таки искать какие-то фриланс-проекты, чтобы их, что быстрее, как быстрее это реализовать, чтобы где взять этот опыт для того, чтобы уже найти работу мечты? Хороший вопрос. У меня недавно выходило видео на эту тему, там подробно про это все рассказываю, можете посмотреть. Что касается, ну, сейчас, если так коротко и ясно, да, сейчас без реального опыта работы найти тяжело. Это диктует рынок, рынок вообще всего мира, то есть сейчас везде сложновато. Могу сказать, что там и стартапы, условно, в Америке очень так прям активно закрываются. В Беларуси, России понятно, что бизнесы уезжают, эвакуируются, в Украине тоже ситуация не из лучших. В общем, везде наложили отпечатки все события, которые сейчас происходят. Но вернемся к тому, что опыт надо где-то получать. Что вы можете сделать? Да, искать стажировки. Стажировки только ищите очень так ответственно подходите к этому процессу, потому что стажировки не всегда это что-то классное и не накладывающее на вас кабальные условия, скорее всего, они все-таки какие-то условия будут. Могу сказать, что там у нас в наших странах это небольшая плата, либо вообще ее отсутствие, то есть стажировки чаще всего бесплатные. Это то, что вы должны обязательно отработать на компанию в течение там 1-2 лет. Если вы не отработаете, если вы закончите досрочно договор, то, скорее всего, вам нужно будет выплатить неустойку за то, что вас учили. Неустойки бывают разные, где-то это $500, где-то $5000. Это уже компания сама для себя решает. То есть я всегда очень сильно рекомендую изучать все договоры и документы, которые вы подписываете. Но в защиту стажировок могу сказать, что на стажировке больше вероятность, что вы пойдете в компанию, то есть вы пройдете стажировку, будут выбирать непосредственно лучших студентов, которые, стажеров, интернов, которые были на стажировке, и тогда, да, возможно, скажут, что вот, условно, Вася, молодец, мы его берем. Но стажировка, она не гарантирует стопроцентное трудоустройство, поэтому тоже это имейте в виду. Но в будущем вы сможете потом, если вдруг вы не попадете в эту компанию, использовать этот опыт, в том числе как коммерческий, по крайней мере, писать в резюме и с каким-то сертификатом прикладывать, что вот я там условно 2-3 месяца был на стажировке и учился. Поэтому стажировка – это один из эффективных методов, как сейчас получить тот самый опыт, который все так просят. На следующий момент можете пробовать крауд-тестинг.
либо фриланс. Опять же, тяжеловато находить вообще работу, но так как, я так понимаю, большинство здесь находится не в координатах Западной Европы, либо же США, то с краудтестингом там попроще, так как все-таки задания, которые там есть, они локально специфические, географические, например. Нужно находиться на территории определенной страны. Опять же, нет проблем с таким, с выводом, с VPN подключением, выводом средств и VPN подключением. Поэтому можно что-то найти, но тоже будьте готовы конкурировать с индусами, которых там много. Но для практики какой-то первичной можно тоже там получить ее и уже в резюме писать фриланс. Смотрит на него либо сейчас или нет, скорее нет, чем да. Но, возможно, где-то получится этот тоже опыт классно засветить. Советую еще искать open-source проекты. Как их искать? Можете заходить на GitHub, писать непосредственно там название какого-нибудь приложения простого, можете календарь, Todoist и так далее, и вашу, и либо непростого, без разницы. В общем, open-source проект на GitHub, находите какой-нибудь публичный репозиторий, который там недавно обновлялся на той технологии, которая вас интересует, там веб, мобильное тестирование, либо какой-то язык программирования, если вам интересен. Находите создателя этого репозитория и пишите, что я вот такой-то, такой-то, смотрю, у тебя классный проект, можно ли мне поучаствовать, потестировать его? Сможешь ли ты потом каким-то образом дать мне рекомендацию, либо смогу ли я использовать там, опыт, полученный здесь, в своем резюме? Пишите такое письмо, попытка не пытка, где-то, может быть, пройдет. Не игнорируйте LinkedIn, там тоже иногда появляются классные истории. Недавно что-то репостил по этой теме, то есть кто-то иногда ищет команду себе для тестирования таких проектов, либо какие-то стартапы, которые только начинают, еще на стадии идеи находятся, но что-то уже есть, и там тоже иногда необходимы ребята. То есть можете искать такие проекты на LinkedIn тоже, не игнорируйте его. В Твиттере тоже советую клич о помощи иногда кидать, что-то полезное может выгореть, особенно если это увидит сообщество. Тоже касается LinkedIn, если пост какой-то напишите, его подхватят, распространят, то тоже есть вероятность, что быстрее так что-то найдете для вот такой вот первичной практики. Ну, это, наверное, основные такие методы, как можно сейчас этот опыт заработать. Ну, самый, конечно, оптимальный вариант – найти работу и уже получить опыт там. Какой бы она ни была, может быть, на первый взгляд, непримечательной, так как сейчас это сложно. Ну, еще, кстати, вспомнил, можете пробовать какие-нибудь отделы технической поддержки, саппорт. Тоже этот опыт потом в будущем можно реализовать как релевантный. Особенно есть компании, где, к примеру, будут предлагать вам, например, вы поработаете немного, и у них есть отдел тестирования, они могут вас перенаправить в отдел тестирования внутри этой компании. Можно это тоже все уточнять, поэтому техническая поддержка – это классно. Очень часто в саппорте необходимо даже там что-то и тестировать, и какие-то инструменты использовать общие с тестированием. Очень часто базы данных нужно дергать, прям в саппортах это must-have, поэтому, может быть, тоже такой вот не совсем стандартный метод может помочь вам получить первый какой-то опыт, ну и в идеале даже устроиться в эту компанию будущим тестировщиком. Спасибо большое. Есть такой вопрос, что на собеседованиях достаточно часто спрашивают о достижениях. Какие достижения мануальный тестировщик может перечислить, упомянуть? Начинающий или который уже работает? Давай для всех попробуем. И для Давай. тех, и для других. Так, ну смотри, для начинающих вам нужно найти что-то такое, вот как с релевантным опытом, например, когда вы можете свои навыки притащить из предыдущих сфер в свое резюме и сказать, что вот тестировщик делает что-то похожее, и вам нужно найти такие достижения, которые тоже похожи на то, что делает тестировщик в своей работе. Как пример, не знаю, вы там увеличили эффективность какого-то отдела на столько-то процентов, и это принесло выгоду компании. Может быть, внедрили какой-то суперэффективный метод организации документации на проекте, либо же, там, что еще можно из такого изменить тестирования, нашли какой-то дефект в системе, который тоже мог привести к утечке персональных данных. Опять же, какую-нибудь техническую такую штуку внедрили на производстве, которая тоже повлекло к тому, что все классно и замечательно стало работать. Но это, как обычно, достижение. Если там нет цифр, то это не достижение, поэтому лучше с какими-то цифрами дополнительно. Очень классно еще можете попросить рекомендации на вас с предыдущих мест работы, чтобы тоже добавили, условно, в LinkedIn, либо какие-то рекомендательные письма, чтобы были как достижения, почему нет, особенно если они будут связаны немного с тем, с чем вы будете сталкиваться в тестировании. Ну, а тому специалисту, который непосредственно уже поработал, что можно из достижений. То есть, опять же, вспоминайте, что вы на работе такого классного сделали. Внедрили полностью процесс с нуля, там, обеспечение качества на проекте. Пишите про это.
там увеличили покрытие там автотестами, если вы вдруг пишете код, напишите о том, что увеличили, там, внедрили регрессионное тестирование, там, написали столько-то тестовых наборов, которые, если вы проанализировали классные метрики, можете посмотреть, которые там не повлекли к серьезным багам, либо сократили количество багов, которые появлялось, пишите. То есть поэтому метрики классно вести, вы потом в будущем можете те метрики, которые вы использовали, документировали, тоже их переложить уже в ваше резюме и написать это в достижениях. То есть ищите что-то такое, что помогло компании либо вашему отделу выйти на новый уровень. Ну и обязательно, конечно же, какие-то числовые показатели тоже нужно учитывать, поэтому если ведете метрики, то вот из метрик очень можно чего классного оттуда выбрать. Окей, спасибо. Следующий вопрос такой. Какие основные навыки, твой вот топ-5 основных навыков, важных для мануального тестировщика? Так, ну давайте, наверное, хард-скиллы. Софт-скиллы не буду, мне кажется, они очевидные, но если что, если надо, расскажу. Хард-скиллы сейчас опять же, нужно понимать, в какой области. Но будем считать, что вы такой человек, который работаете и с веб-тестированием, и с мобильным тестированием, то есть обязательно тестовая документация, абсолютно все ее виды нужно знать, как оформлять, что с ней делать. Обязательно какой-нибудь бэктрекер и ТМС, я бы их в один навык вместил, чтобы у вас был опыт работы с тест-менеджмент-системой, с кейсами и с системой по управлению багами и задачами. Это важно, это везде нужно. Что из такого базы данных, само собой, без баз данных ничего не работает. Да, может быть, в некоторых проектах нет доступа к базам данных, но вас всегда будут по ним спрашивать, поэтому базы данных всегда включаем. Если говорить про веб, то, конечно же, это клиент-серверная архитектура, все, что с ней связано. Это прям огромный такой пласт. Это не только нарисовать схемку клиент-сервер, сервер базы данных, но и в том числе уметь объяснить каждый этот шаг, объяснить там OSI-систему, объяснить TCP/IP, рассказать про HTTP протокол. То есть такой навык, он всеобъемлющий. Поэтому вот клиент-серверная архитектура. Ну, мобильное тестирование, само собой, вам нужно разбираться, что такое эмуляторы, симуляторы и реальные девайсы, как с ними работать. Ну, это вот, наверное, топ-5 того, что нужно знать. Но это, конечно же, вам нужно будет это не просто так назвать, но еще и углубиться в них, и там еще куча всяких разветвлений, которые потом в будущем сложатся все в один. Топ-5 назвал или не 5? Ну, еще, если даже топ-6, обязательно разбираться в моделях разработки и что каждый отличия, как они работают, ну и очень сильно углубиться в Agile, непосредственно в Scrum, Kanban, потому что сейчас практически все работают именно с ними. По-моему, ты сейчас, наоборот, напугал всех еще больше. Ну, просто не Интересно. будет, просто не Да, будет. да, это понятно, что просто не будет. Ты упомянул софт-скиллы, давай все-таки вернемся, может быть, к ним. От прохождения собеседования и до применения всех своих навыков на практике, то бишь работы в команде. Софт-скиллы важны, все это понимают, конечно, но я пытаюсь формулировать свой вопрос, но скажу в общем и целом грубо. За что не возьмут на работу и за что в первую очередь могут уволить, если мы говорим о софт-скиллах? Да, Ну, кроме, ну, конечно, конечно самого же. очевидного, если ты начнешь сразу на кого-то бросаться, мы об этом не говорим, но что-то интересное, нюансы какие-то. Да, ну, самое очевидное, я все равно скажу, токсичность, конечно, ваша, это такое всеобъемлющее популярное слово. То есть если вы никак не сможете ужиться с командой, но это обычно на первых этапах интервью это все вычленяют и сразу вам откажут по этому поводу. Поэтому стараться всегда найти общий язык со всеми, даже если это сложно получается, но нужно в себе это тренировать. Не знаю никаких умных книжек либо мотивирующих видео, как это делать. Никогда вроде проблем с этим не было, но они точно есть, эти книги, но я про них вам ничего не расскажу. Из-за чего могут уволить? Само собой, если вы не будете лениться, будете, не знаю, забывать про работу, не будете находить... баги, конечно, плохо так говорить, не будете находить баги, потому что это точно не то, что должно останавливать работодателя сотрудничать с вами, но все же вы должны показывать свою эффективность. То есть мы, ребята ответственные, мы должны выполнять свои функции, мы должны стоять на страже качества. Если мы этого не делаем, то, само собой, как и в любой другой сфере, в любом другом отделе, в любой другой компании, на вас не будут смотреть за красивые глаза, в общем, ничего в жизни не получается, поэтому нужно что-то делать. Если это не делать, то, конечно, тоже вас уволят. Само собой, не любят людей, которые сразу
все проблемы эскалируют наверх куда-то. То есть вот случилось что-то, и сразу бегут к менеджеру. А так делать не надо. Всегда решайте конфликты, старайтесь, по крайней мере, решать конфликты на уровне там, с теми людьми, с которыми этот конфликт возник. Ну, конечно, если это с менеджером возник, то здесь будет сложно, но все же не надо бежать к его менеджеру, а сначала попытаться разобраться, что не так. То есть выяснить, почему у вас возник этот конфликт, как мы можем его изменить, не изменить, пофиксить, в общем, ну да, изменить, почему, каким образом вообще в будущем мы можем превентивно это все закончить, чтобы в будущем они не возникали, эти конфликты и так далее. То есть старайтесь это все с человеком. Если человек, конечно, не идет ни на какие разговоры, ни беседы, и продолжается эта вся история, вы страдаете от того, что происходит, конечно, нужно идти к менеджеру. Менеджеры разные бывают, в зависимости от того, кто-то у вас в компании, HR-менеджер, можно к лиду вашему идти, можно идти к ресурсному менеджеру, еще к кому-то, в общем, кто у вас есть, этот человек, который решает конфликты. Очень важно еще тоже новички, ошибка новичков– это сразу бежать тоже в чаты, если что-то не получается, и писать о том, что у меня ничего не получается, как решить там банальную проблему. В SQL появляется ошибка, в которой написано, где у вас эта ошибка, и вот вы с такой задачей приходите в чат. Так делать не надо. Всегда очень сильно всем советую, постараться решить эту проблему самостоятельно. Как это можно сделать? Посмотреть, не появлялась ли эта проблема во внутренних чатах, которые у вас есть, например. Иногда там очень много чатов по разным фичам, в разных командах, можно поискать там. Можно поискать в интернете. Это самое первое, что можете сделать. Заходите в Google, вписываете название своей ошибки, и поверьте мне, скорее всего, у кого-то эта ошибка когда-то возникала, и, может быть, вам повезет, и эту проблему решали. Смотрим там. Можно посмотреть во внутренней документации, как с этими ошибками работать. Опять же, может быть, они у кого-то возникали, может быть, это обсуждали. Конечно, никто вас не заставляет сидеть целый час и думать, как это все не работает, и страдать из-за этого. Если вы там посидели минут 10-20, не нашли решение, еще можно, кстати, обязательно перепроверить на разных аккаунтах с разными тестовыми данными, если что-то воспроизводится. То есть максимально найти проблему, ее решение, и уже вот с этой вот проблемой, с ее решением, точнее, с ее отсутствием, но хотя бы с теми данными, которые вы там потратили на инвестигейт этой проблемы, прийти уже к своему ментору, прийти к наставнику, ментор-наставник то же самое, в чат какой-то прийти, к разработчику прийти и уже рассказать, что вот у меня такая-то ошибка, я поинвестигировал, там-то, там-то и там-то, посмотрел, что я вот на таких тестовых данных не могу все равно зайти, на таких-то окружениях. В интернете тоже, к сожалению, ничего интересного не нашел, полезного по этому поводу, либо если что нашел, то не помогает в моей ситуации, помоги разобраться. Тогда да, вот это будет классный мотивированный запрос в космос и к тому человеку, который вам может помочь, и тогда это будет работать. А если вы будете постоянно писать в любой непонятной ситуации разработчику, особенно разработчику, который обычно очень сильно занят и стоит очень дорого компании. Можно еще начать не с разработчика, а с тестировщика другого, и у него узнать эту информацию. Тогда да, это будет работать. Сразу не бежим, потому что это тоже может быть очень плохим сигналом, если особенно это повторяющийся момент, и вы постоянно это делаете, то есть тоже компания может сказать, что нет, оно так не работает. Еще не любят немотивированных людей. Иногда бывает так, что компании не очень нормально развит процесс пересмотра заработных плат, перформанс-ревью, one-to-one митингов и так далее. И вы, к примеру, пришли на испытательный срок, и цели перед вами не поставили. Проходит испытательный срок, вы не спросили про эти цели, заканчивается он, собирается митинг, говорят, что извини, ты свои цели не выполнил, а цели-то не было. Ну, начинаешь спрашивать, он говорит, а ты почему не спросил, ты не мотивированный был, ты не знал, к кому-то обращаться и так далее. Да, может быть, тут косяк и компании, в том числе потому, что она не наладила нормальный процесс, и все криво так сработало. Но ваша задача тоже проявлять максимально свою инициативу, максимально спрашивать, что, как, зачем, почему, какие цели на тот же испытательный срок мне поставили, какие дедлайны и так далее. И, возможно, даже вот эти ваши вопросы в будущем заставят компании пересмотреть ваш процесс, когда вы будете, например, делиться обратной связью в конце испытательного срока, как можно его улучшить, и тогда будут налаживать там те же митинги, какую-то документацию вести и так далее. То есть вот это тоже не любят, когда человек не инициативный и никак не старается показывать свою вовлеченность. Поэтому, как я уже говорил, очень важно быть коммуникабельным и очень важно вовлекаться в абсолютно все, что происходит, в любые движухи, связанные с вашим проектом. Это покажет, что вы действительно заинтересованы в том, что вы вообще делаете, а не просто пришли на эту работу заработать денег, и все. Нужно быть таким
продукта настроенным и понимать вектор того, что происходит. Вот. Ну и людей, которые не развиваются, тоже не особо любят. А если вы будете постоянно там не приходить к дедлайнам с выполненной целью своей какой-то, к примеру, в карте развития, то есть тоже на это будут обращать внимание и будут про это говорить. И тоже старайтесь брать задачи не только, которые вам удобны, которые вы там постоянно вот тестируете одну задачу и вот постоянно с ней работаете. Постарайтесь брать что-то такое, что выходит из зоны вашего комфорта, чтобы тоже показывать в целом, что вы можете это делать, и для вас это классно, потому что вы тоже обучаетесь, развиваетесь и так далее. Ну вот, наверное, из того, что я вспомнил. Спасибо большое. Ам, Вернемся немножко к тестированию. Если можно, расскажи что-нибудь о любимых багах, потому что это частый вопрос на интервью. Какой баг бы ты назвал и почему? Ой, хороший вопрос. У меня на самом деле нет любимых багов. Я вообще, если честно, баги не люблю. Я люблю, чтобы их не было, и чтобы я еще до стадии их появления с ними покончил. Поэтому такой интересный вопрос. Даже не знаю, что сейчас придумать на него, какой ответ. Ну, из того, что вот прям вспоминается, очень прям и запоминается, это базы данных. Очень часто бывает, что, к примеру, изменяют структуру базы данных, например, там поля и записи, и вот то, что раньше заводилось в одно поле, оно стало заводиться в другое. И это порой очень сильно сбивает, и нужно заходить, рыться, смотреть базы данных. То есть на GUI все работает нормально, вроде на сервер все отправляется правильно, а в базе данных не очень. И тоже такие баги очень так дезориентируют. Еще иногда бывает, что если в системе есть несколько названий одинаковых там полей, к примеру, вот есть у вас приоритет, и этот приоритет, он в разных местах встречается, и, по сути, отвечает за разные сохранение данных, ну, типы данных в том числе. И когда, например, тоже вы анализируете ситуацию, вы вводите приоритет, вроде бы он улетает куда-то на сервер, вы видите, что приоритет улетел, а в базе данных его нет. Именно тот приоритет, который вас интересует. А он куда-то забился в другую строку, и вот он там сидит такой нехороший. То есть вот с базами данных очень часто интересные дефекты находятся, поэтому, наверное, вот самое такое, что из запоминающегося, ну, конечно, очень неприятные баги 500, всякие разные статус-коды, такое тоже бывает, и иногда бывает так, что они появляются в совсем непонятных местах, это тоже очень сильно расстраивает. И иногда бывает так, что они вроде бы есть, но никак на GUI не появляются, а потом в будущем все равно где-то выскочат. И очень-очень-очень нелюбимо это плавающие дефекты, потому что вот ты никак не можешь нормально их воспроизвести. И нужно постоянно держать ухо востро, чтобы вот когда он воспроизвелся, вспомнить, что вообще было до этого и как-то его задокументировать. Вот это тоже бывает. У меня на последнем проекте очень часто такая была неприятная unexpected error message, и он появлялся везде, в непонятных ситуациях, и было очень сложно его задокументировать. В итоге так вроде бы мы его и не добавили в отчет. То есть вот плавающие дефекты очень неприятная такая штука. Ну, интересная. То есть поинвестигировать, разобраться, как я советую с ними работать. То есть вам самостоятельно нужно, конечно, провести вот это исследование, как он может появляться, собрать как можно больше информации, завести баг, либо прийти к разработчику и вместе тоже поинвестигировать. Потому что иногда бывает так, что этот плавающий дефект вроде бы вам кажется, что он сложным и непонятный, и вы не можете его воспроизвести, а разработчик, увидев там DevTools какой-то открытый в консоли, либо в нетворке, очень быстро может об этом рассказать. Поэтому тоже не стесняйтесь такие непонятные дефекты, особенно если это какие-то ошибки, которые на GUI отображаются и пользователи могут смутить, тоже пообщаться непосредственно с разработчиком, например, он тоже может вас направить в правильное русло. Интересно, спасибо. Пожалуйста. Еще есть вопрос от ребят. Как оставаться позитивным при поиске работы? Какую выбрать стратегию? Что делать с тайм-менеджментом? Наверняка же часто многие, как это сказать, поиск работы это та же работа, нелегкая, и очень часто опускает депрессию, потому что если мало откликов, если проваливаются интервью, есть ли у тебя какие-то приемы, как ты держишь себя на позитиве и в энтузиазме? Да. Ну, благо, я вошел в тестирование, когда еще не было такого ажиотажа.
Ну, точнее, он был, но не настолько, так как сейчас все-таки очень много выпускается ребят, студентов. Но все же, что бы я вам посоветовал, в первую очередь думать о том, как эта работа может повлиять на вас в будущего и что она может вам дать. То есть, условно, вот когда я, например, рассказываю, что вот начинающий специалист, то в США, наверное, покажется смешным, но условно там в Беларуси там может получать 100, 200, $300, такое бывает. Ну, ладно, 300, 400, 500. И все ребята такие: о, я получаю на своей предыдущей работе больше. И я начинаю сразу задавать вопрос: а ты на своей работе, когда в последний раз у тебя был пересмотр заработной платы? А ты можешь сказать, что вот ты, к примеру, за несколько лет поднял заработок там в 10 раз выше у тебя стал? А заинтересованный был твой работодатель в том, чтобы вкладываться в твое развитие? А вообще было классно ли тебе работать или нет? То есть он условно получает свою $1000, но это вот на долгой перспективе, и, скорее всего, у него не будет какого-то роста. В IT с этим проще. По крайней мере, ну вот в странах СНГ и бывшего СНГ, там рост зарплат, он достаточно существенный происходит. И в том числе соцпакет, который тоже не везде есть. И самое главное, что сейчас вообще актуально в наше сложное время, это возможность работать из любой вообще точки мира и быть человеком мира, уезжать, релоцироваться, не думать о том, что я не смогу прижиться в другой стране, работать удаленно. То есть я всегда вот эти вот плюшки, связанные, такое слово плюшки, которые не все любят, но все же, вот эти все бенефиты, которые дает это профессии, я очень сильно ценю. И я всегда ребятам говорю, вот если у вас опускаются руки, вы же для чего-то пришли в это направление, начали учиться. Да, может быть, там у большинства это денежный вопрос, и там люди приходят за денежной какой-то мотивацией. Это неплохо на самом деле. Но когда-то же эта денежная мотивация перерастет там, по нашей любимой пирамиде Маслоу какие-то другие потребности, и мы захотим их закрывать. И, возможно, там, вы найдете какие-то другие плюшки в той же сфере IT, которая постоянно развивается, и вы можете переходить там, из тестирования в разработку, из разработки в бизнес-анализ. То есть вот эти все переходы, горизонтальный, вертикальный рост, он здесь есть, и не каждая вообще работа может похвастаться тем, что вот вы такой универсальный специалист и можете себе позволить это делать. Поэтому я всегда вот ребятам советую, которые это делают, не делают, в смысле опускают руки, подумать о будущем, подумать о том, что ваше место, если вы ничего не будете делать, займет кто-то другой. Особенно сейчас, когда этих желающих очень много. И вот если вы сегодня ничего не делаете, то, скорее всего, вот человек, который сегодня что-то делал, он завтра уже работу найдет. А вы будете до сих пор продолжать там страдать. Особенно мне нравятся страдальцы, которые говорят о том, что я отправил там сегодня одно резюме, вот, ну, наверное, послезавтра еще отправлю одно резюме кому-то. И все, и он чего-то ждет. Первое место работы, оно так не находится. Да, можно послушать классных карьерных коучей, там, не знаю, консультантов и прочих, которые говорят, что нет, все-таки мы должны выходить на качество, не на количество, но первая работа будет находиться, как бы вы того не хотели, количеством отправленных резюме, ну и во многом удачей, потому что тоже она влияет на то, чтобы вот именно ваше резюме сейчас заметили, когда количество там на одно может быть несколько сотен. Поэтому думайте о будущем, думайте о том, что если вы сейчас опустите руки, то ваше место кто-то займет. Если вы долго ищете работу, то найдите себе какую-то активность, связанную с тем, что вы можете улучшить то, что вы делали. К примеру, вот вы долго ищете работу, понимаете, что вот мануальное тестирование сложно найти. Скорее всего, вам нужно будет потянуть автоматизацию и выучить язык программирования. Займите это время тем, что вы будете подтягивать этот язык программирования, учить его. Либо же даже если вы знаете язык программирования, но вы заметили, что, к примеру, там сейчас penetration тестинг какой-нибудь, либо нагрузка есть, и вот видите, что во многих вакансиях это nice to have. Я очень сильно советую вам обращать внимание на то, что в вакансиях написано nice to have. Это может стать вашим конкурентным преимуществом. Соберите это из разных вакансий, составьте список того, что обычно работодатель туда выносит, и поработайте над этими навыками, потому что, скорее всего, это в будущем сыграет с вами не злую, а очень хорошую шутку, и это станет вашим конкурентным преимуществом. Никакие там STQB, к сожалению, сейчас этим конкурентным преимуществом не являются. А вот эти вот навыки, которые могут только появиться где-то в вакансиях каких-то отдельных, в будущем могут стать очень классным таким плюсом для вас. Да, то есть учитесь, не опускайте руки, думайте о будущем, о том, что классная работа, о том, что вы можете постоянно развиваться, о том, что вы можете путешествовать, о том, что вы можете покинуть ту страну, в которой вы сейчас, например, не хотите находиться. И я думаю, что это может стать нормальной мотивацией к тому, чтобы вы продолжали что-то делать. Понятно, спасибо. Конечно, мотивация– ключ ко всему, на самом деле.
из Есть дневника. вопрос от Стаса, да, я зачитаю. Общий вопрос, но попробую передать идею. Каждый инструмент, Jira, Postman, MySQL, Chrome DevTools и так далее, очень глубокие инструменты. Реально тестировщика, который использует любой тул на 100%, не существует. Ваше мнение, примерно сколько процентов знания любого тула хватит для работы? Есть мнение, что хватает поверхностного изучения тулов, допустим, по вашим видео, плюс немного практики. А уже в зависимости от работы знания углубить в том или ином инструменте. Интересно ваше мнение. Если вы не согласны, то какие тулы изучить и примерно как глубоко? Надеюсь, вопрос изложил понятно. Да, вопрос понятен. Что касается инструментов, да, скорее всего, начинающие специалисты не будут требовать прямо глубокого погружения, и чаще всего то, что я показываю на уроках, в своих видеоуроках, этого достаточно для того, чтобы сейчас нормально пройти собеседование. Хотя бы хочется верить, по крайней мере, в это. Я не проходил уже давно собеседование начинающего специалиста, но ходил там на медла сеньора в прошлом году, и вроде даже проходил на синьора. Но есть некоторые сомнения, что это так было на тот момент, но все же. То есть этого будет достаточно. На что больше обратить внимание из вот этого предложенного списка, даже не знаю. То есть оно, в принципе, все плюс-минус одинаковое по уровню погружения. Я могу просто озвучить, что вот нужно знать точно. Например, по джире нужно понимать вообще, как ведется бэктрекинг, какие есть основные элементы в системе. Было бы неплохо выучить GQL, хотя бы базовые какие-то задачи, как можно искать там, таски внутри Jira. Вот этого будет достаточно. То есть там не требует каких-то прям супер-мега важных систем. На собеседованиях просто вас, скорее всего, спросят, работали вы в Jira или нет, вы скажете, что работали. Там сложно что-то такое прям выдумать тяжелое по этому инструменту. Postman, само собой, вам нужно уметь создавать коллекции, создавать папки внутри коллекций, создавать непосредственно запросы сами с методами, уметь настраивать окружение, уметь настраивать переменные, различать, какие переменные вообще есть и как они на друг друга влияют. Ну, то есть какие переменные важнее, какие нет. В общем, там есть такая система, тоже разобраться в этом, разобраться с типами данных, которые есть в Postman вообще и в JSON, которые могут встречаться, разобраться со свагером, по крайней мере, понимать, для чего этот инструмент, как он выглядит и что в нем может быть. Статус-коды, методы, само собой, понимать, как они между собой там работают, как они отличаются. Тесты уметь простые хотя бы писать, которые вот из сниппетов, которые там есть встроенных тоже, и что-то уметь модифицировать в какие-то простые JavaScript. Переменные еще классно, рандомные переменные, например, задавать какие-то, ну, либо рандомные тестовые данные внутри тела, тоже там есть встроенные возможности JavaScript, которые позволяют это делать. Этого, наверное, будет достаточно для постмана. Там то, что я в видео рассказывал, например, тестовые прогоны запускать, и там еще в некоторых видео там дополнительные всякие штуки, но это вот тоже можно как бы изучить, но не обязательно. Chrome DevTools, понимать, что делает каждая вкладка и что мы анализируем в том же нетворке и в консоли. Так, MySQL, само собой, join и селекты. То есть этого тоже будет достаточно, просто уметь их писать и решать какие-то базовые задачи, которые могут задать на собеседованиях. То есть, да, по сути, это не прям такое супер-мега глубокое погружение, это базовые функции этих инструментов и интерфейсы понимать. И классно было бы, чтобы вот когда вам задавали задачу какую-то, к примеру, там протестировать веб-приложение с условными такими-то, такими-то данными, вы понимали, какими инструментами вы можете делать и где найти эту функцию внутри инструмента. Но прям глубоко не будут спрашивать. То есть на собеседовании даже тяжеловато, наверное, человека прогнать полностью глубоко по каждому инструменту. Это еще начинающих специалистов, возможно, там спрашивают очень так. Там даже больше по теории спрашивают начинающих специалистов, чем по практике. Но в целом это будут какие-то поверхностные знания. А дальше уже, когда вы будете трудоустраиваться в следующей компании, у вас появится опыт, там уже вообще разговоры за жизнь начинаются и больше каких-то практических историй, связанных с тем, как вы эти инструменты проявляете. Не проявляете, а используете на практике. Поэтому не переживайте, я бы не сказал, что вам нужно прям очень сильно в них погружаться. Просто вот возьмите те же тренажеры, которые я там в начале доклада показывал, и попытайтесь их потестировать, используя те инструменты, которые вы уже знаете, и применяя их на практике. Это самое лучшее решение, которое вы можете сделать.
Никогда не учите инструмент теоретически. Смотрите видео, установили его, прошлись по всем шагам, вот прям как в видео это все показывается, и проделали все то же, что делаю, например, я, либо другой лектор, смотреть, чьи вы лекции смотрите. И это будет самый лучший способ заучить эту информацию, выучить точнее ее. Поэтому так как-то. Окей, спасибо большое, интересно. Есть еще вопрос от ребят. Заметил ли ты какие-нибудь прорывы в мире мобильного тестирования? Тулы или подходы? Я вообще не занимаюсь мобильным тестированием от слова совсем. То есть вся моя экспертиза в мобильном тестировании закончилась на курсе, который я проходил 3 года назад. Поэтому я не особо слежу за этим направлением, я больше люблю веб. Поэтому мало что могу рассказать. Про веб тоже, в принципе, использую те инструменты, которые все озвучил. Тоже возможности особо нет сейчас в них углубляться. У меня чаще всего возможности появляются, когда я записываю уроки, и нужно в этом инструменте более глубоко разобраться. Но, как вы знаете, если на практике не применять что-то, то это все дело быстренько забывается. Поэтому я не тот человек, который прямо может рассказать про все прорывы, но я очень советую вам читать какие-то специализированные ресурсы, особенно по тем направлениям, в которых вы работаете, по типу Хабр, например, если на русском языке, на английском Medium можете читать, там очень классные статьи есть. И думаю, что-то полезное там найдете. Но там вот эти все находки, тренды и так далее, можно за этим всем следить. У меня такой вопрос, Артем. Вот ты будешь в поиске работы. Ты, Мгм. получается, не только тебя выбирают, но и ты выбираешь компанию, продукт. Есть ли какие-то продукты, которые ты даже вот представим, что тебе дают job offer, но ты, видя, какой у них продукт, э, даже откажешься работать с ними? Ну, как не даже, а вот вообще, какие продукты есть такие, чтобы ты отказался, сказал бы себе, нет, я с этим не хочу работать, мне это неинтересно. Ну, окей. Само собой, какие-то правительственные там заказы, государственные все истории нет. Ну, именно, по крайней мере, наших координат, потому что это сразу не очень. Банки. Банки достаточно специфическая такая история, и не все их любят, и бывают очень часто закрытые системы. Есть, конечно, там какие-то представители современных банков, необанки, либо там в Украине, например, Монобанк, может, там прикольно, мне кажется, работать. Альфа-банк тоже в разных странах, мне кажется, более прогрессивный, чем другие. У Тинькова тоже, наверное, поинтереснее. Но в целом банки не очень. Всякие хендлинги и прочие истории казино. Ну, в принципе, это не критично, но тоже странновато для меня. Я бы, наверное, не пошел в такую компанию. У меня были офферы в такие компании, но нет. Как-то в последний момент все-таки я решил, что нет. Там обычно зарплаты, кстати, повыше. Если кто-то хочет побольше денежек заработать, вот эти все конторы, они хорошо. Еще вот всякие перспективы работать в магазинах 18+, либо сервисах тоже не особо меня радуют. Особенно если тестирование реальных девайсов, так себе перспективы. Да, а все остальное, наверное, плюс-минус нормально. Я такого не вспомню больше. Ну, еще бы, знаете, не пошел даже не проекты, если бы были какие-то истории, связанные с прохождением полиграфа, например, какие-то, либо компании, в которых очень жесткий трекинг за сотрудниками, где там по мгновению там, ветерка мышки могут отследить, где ты находишься, и не нужно уходить там на 5 минут от компьютера и так далее. Я такие компании очень сильно не люблю, поэтому да, нет. Ну и сейчас, наверное, я бы не пошел в аутсорс, в подстав, то есть мне уже хватило этого опыта, я не разделяю ценности таких компаний, очень тяжеловато в них работать, особенно зная, сколько ты можешь зарабатывать реально и сколько компания забирает за тебя, несмотря на то, что она что-то гарантирует тебе. То, что не может гарантировать, условно, тот стартап, в который я там хотел уйти, но все равно не очень. Вот, наверное, все. Больше сейчас продукты так рассматриваю и стартапы какие-то, но тоже стартапы не на начальных этапах, а уже на каких-нибудь фазах A или B. Понятно, спасибо. Ты говорил, упоминал о саморазвитии. Развивайтесь всегда в той области, в которой вам интересно. И также ты упоминал, что ты пробовал автоматизацию. А вот скажи, есть ли у тебя представление, ну вот банальный вопрос, кем ты себя видишь в тестировании в будущем? В каком бы направлении ты дальше развивался? Ведь в любом случае ты будешь все больше новых тулов изучать. К чему ты тяготеешь больше? Я тяготею больше к тому, что я, скорее всего, в будущем не буду заниматься чисто условно тестированием и QC, а больше переходить в quality assurance и какое-то менеджерское направление больше, и желательно, чтобы оно было связано с обучением.
потому что мне очень нравится обучать, и я думаю, что мне это не так плохо получается. Поэтому, да, скорее всего, куда-то в это направление. Но, само собой, хороший менеджер он не получится, если он не будет немножко знать и про мануальное тестирование, или немножко про него знать, про автоматизацию и про нефункциональное тестирование тоже было бы неплохо хотя бы слышать и что-то понимать. То есть вот эти вот навыки в любом случае буду прокачивать, потому что, как вы все знаете, сейчас T-shaped специалисты, которые вот в одном направлении не развиваются, но в том числе знают немножко и про другие. Вот больше в это направление буду уходить. Ну да, больше менеджмент хотелось бы, по крайней мере. Я вот думаю, что сейчас, скорее всего, то, что я буду искать, это будет все равно обычное рутинное тестирование, но все равно надо, наверное, брать какие-то курсы по менеджменту, либо же, если получится, и вообще в идеале, если сейчас найду работу, которая предполагает в том числе и какие-то менеджерские активности, то, скорее всего, буду искать ее, ну и в том числе развиваться в этом направлении, потому что это, наверное, мне интересно больше, чем просто тестирование. Я не особо, наверное, сейчас тяготею к этому направлению. Хорошо, то есть менеджерская позиция с какими-то менторскими обязанностями в идеале. Ну да, то есть классно было бы там адаптацией, анбордингом новых специалистов заниматься, в том числе вот я к этому. Еще очень часто бывает, что внутри компании какие-то курсы запускают, вот тоже классно было бы, либо же какие-то кампусы делать, буткемпы, тоже классно было бы, но это все так в отдаленной перспективе, но посмотрим. То есть я не могу вообще сказать, что там я через 2-3 года вообще буду тестировщиком и буду работать в этом направлении. Может быть, я вообще уйду куда-то в другую степь. Но кто его знает? Я не Нет, такой ты долгий нас не срок. бросай, пожалуйста. У тебя очень хорошо получается. Я думаю, что мы, наверное, на сегодня будем заканчивать. Можем ли мы приглашать тебя еще к нам? Приглашайте, приглашайте. Ну, ты приходи, мы пригласим. Спасибо Хорошо. огромное, Артем, за отличный такой экскурс во все, что ты делаешь, плюс процессы тестирования. Всем было очень интересно, я уверена. И ребята обязательно, кто еще не в курсе, подпишутся на твой канал и получат более глубокое представление и заполнят все свои пробелы. Вот, спасибо большое тебе. Спасибо. Спасибо, ребят. Мне тоже было приятно перед вами выступить. Я надеюсь, что все, кто сейчас ищет работу, ее быстренько найдут. После этого эфира все будут заряжены мотивацией, и я посылаю просто лучи добра и поддержки всем вам. Вот. Зовите, буду приходить по возможности. Может быть, только немножко пораньше, а то у меня сейчас уже почти 12 часов ночи. Да, Да, обязательно. да. Спасибо большое. Твой позитив очень мотивирует, конечно, и мы обязательно, надеюсь, не последний раз встречаемся. Хорошего Договорились. вечера, вернее, уже спокойной ночи тебе и до Да. новых встреч. До новых встреч, ребят. Все, всем пока. Пока.